Что делает великого ученого по-настоящему великим? Какое-нибудь громкое открытие? Количество наград? Индекс Хирша? Или, может быть, какая-нибудь случайность, которая в одночасье перевернула все? История знает много разных примеров, когда знаменательное открытие происходило буквально за один день, порой действительно по вине случайности или неожиданного озарения. Но также она знает и те случаи, когда человек долгим и упорным трудом много лет двигается к своей цели и в итоге приходит к успеху. Однако, если взять одного из величайших ученых русской истории, Дмитрия Ивановича Менделеева, то к какой из этих двух групп мы должны его отнести? Случайное открытие или многолетний поиск? Все мы знаем эту легенду, что его знаменитая таблица химических элементов явилась ему во сне. Но неужели такая сложная система могла просто вот так взять и возникнуть по щелчку пальцев? И если да, то какая же гениальность должна была крыться в ее авторе? Дмитрий Иванович Менделеев. Это один из самых мифологизированных русских ученых. И дело тут не только в этой истории со сновидениями. Изобретение эталонной водки, изготовление чемоданов, промышленный шпионаж и воровство идей зарубежных ученых. И это лишь краткий список того, что можно услышать о Менделееве, то, что у всех на слуху. И неужели это все, что о нем можно сказать? Неужели имя человека, фотография которого украшает каждый первый школьный кабинет химии, кроет за собой лишь набор баек и одно случайное открытие? Если бы это было так, то мы бы сейчас говорили о ком-нибудь другом. Но поговорим мы именно о Менделееве, ведь его жизнь – это не водка и чемоданы, это настоящее приключение. Длинный путь научной мысли и глубокая личная история, у которой всем нам есть чему поучиться. Что ж, меня зовут Дмитрий, и эта история Дмитрия Ивановича Менделеева. Любой человек, знающий русский язык, знаком с именем нашего сегодняшнего героя. Да и в западных странах Менделеев всегда был широко известен. К тому же запомнился он далеко не только как химик, инженер, нефтяник, экономист, метролог, воздухоплаватель. Вот лишь короткий список направлений его деятельности. Ну а что касается представления Дмитрия Ивановича именно как человека, то сегодня у нас особый случай. Это самая поздняя история из всех, что мы разбирали. Это не какие-то там древние греки, о которых мы пытались узнать хоть что-то. Это конец 19 века и начало 20-го, можно сказать, закат империи. В нашем распоряжении есть огромное количество свидетельств, документов и мемуаров. У нас даже есть многочисленные фотографии нашего героя. Так что мы не просто сможем максимально подробно реконструировать его жизнь, но и впервые сможем увидеть его настоящего. Не в представлении художников, которые в некоторых случаях никогда и не видели тех, кого рисуют, а реального, можно сказать, живого человека. Сегодня мы с вами сможем действительно прожить целую жизнь. Но прежде чем мы начнем, я хочу представить вам партнера этого выпуска. Ни для кого не секрет, что айтишник – это нынче одна из самых оплачиваемых профессий. И мой партнер, онлайн-школа Skill Factory, предлагает вам образовательный курс тестировщика на Python. Инженер по тестированию занимается тем, что контролирует качество IT-продукта. Его главная задача – поиск и анализ багов, то есть ошибок в программе, сайте или приложении. После этого он составляет отчет со сценарием возникновения ошибки и отправляет разработчику. Я что-то нажала, оно блымкнуло и все исчезло. Ну ладно, конечно, это работает не так. Тестировщик проходит путь обычного пользователя и ищет сценарий, при которых сайт или приложение работают неправильно. Как в известном меме «что-то пошло не так», задача тестировщика – смоделировать все возможные ситуации, когда это самое что-то как раз и пошло не так.
Средняя зарплата тестировщика сейчас 120 тысяч рублей и растет с развитием скилла специалиста. При этом для старта обучения вам не требуется прочитать 10 томов программирования, кодинга или философии Маркса. Достаточно базовых знаний работы с компьютером. Skill Factory предлагает гарантированную виртуальную стажировку, а дипломный проект «Автоматическое тестирование» будет создаваться совместно с Ростелекомом. По завершении обучения каждый студент получает сертификат и рекомендательное письмо, которые помогут при устройстве на работу. К тому же у школы есть центр карьеры, где помогают на всех этапах трудоустройства, от подготовки к собеседованию до поиска вакансий. В январе Skill Factory дарит скидку 45% по промокоду, а начать поиск работы можно будет уже через 4 месяца, ведь Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Ну а нам пора переходить к Дмитрию Ивановичу. Периодическая таблица сама собой не приснится. Сегодня нас ждет самое обширное путешествие во всех смыслах этого слова. Ни один из наших героев не имел такой широкой географии деятельности, как Менделеев. И хоть по ходу моего рассказа мы побываем сразу на нескольких континентах, история наша начинается в Российской империи конца XVIII века, в Тверской губернии. Если бы в те времена мы отправились вдоль небольшой реки Тихомандрицы Вышневолодского уезда, то очень скоро наткнулись бы на небольшое село, названное по имени самой реки. Здесь, в небольшом храме Покрова, мы могли бы встретить священника Павла Максимовича Соколова в окружении его большой семьи из 3 дочерей и 4 сыновей – Василия, Тимофея, Александра и Ивана. И казалось бы, а при чем тут Менделеев? А при том, что этот самый Иван – это будущий отец нашего главного героя. Иван Павлович Соколов родился в 1783 году и вместе со своими братьями поступил на учебу в Тверскую духовную семинарию, как единственную для них возможность получить в тех краях начальное образование. И вот особенность тех лет в том, что когда несколько братьев поступают в семинарию, то по окончании учебы духовные наставники могли дать им другую фамилию. По тем временам это была не такая уж и редкость. Соколовы все-таки не дворяне. В итоге наследственную фамилию Соколов получил только Тимофей. Старший брат Василий стал Покровским в честь прихода. Младший Александр получил фамилию Тихомандрицкий в честь села. А вот Иван Павлович получил странную фамилию Менделеев. И тут перед нами возникает первая загадка. Что это за фамилия такая? Если 2 братьев были названы в честь местности, то при чем тут Менделеев? Ответ на этот вопрос беспокоит историков и сегодня, потому что четкого ответа до сих пор нет. Много лет спустя наш главный герой Дмитрий Иванович напишет по этому поводу следующее. Фамилия Менделеева дана отцу, когда он что-то выменял, как соседский помещик Менделеев менял лошадей и скотину. Учитель по созвучию «мену делать» вписал и отца под фамилией Менделеев. То есть отца великого ученого назвали в честь соседского помещика, потому что он мену делал? Знаете, я бы ни за что не поверил в такую версию, если бы это не были слова самого Дмитрия Ивановича. Но, естественно, у многих историков такая версия вызывает вполне обоснованные сомнения. Есть мнение, что соседский помещик Менделеев тут мелькнул неспроста. Возможно, он имел какие-то отношения с семьей Соколовых, а по одной из версий и вовсе был крестным отцом Ивану Павловичу, что и сказалось при выборе фамилии. Но каких-то подтверждений такой связи найдено не было. Дальше идут уже совсем фантастические гипотезы. Мол, Менделеев происходит от немецкой фамилии Мендель или от еврейской, простите меня, Мендельман. Но это уже кажется совсем за гранью.
Как бы это странно ни звучало, но версия о том, что отец Дмитрия Ивановича мену делал, единственная, которая имеет хоть какие-то подтверждения. Сейчас это чаще всего характеризуют как семейную легенду Менделеевых, проверить которую спустя столько лет уже невозможно. Так или иначе, Ивану Павловичу, как и 3 его братьям, суждено было стать священником. Но по окончании учебы в семинарии он уклонился от получения сана и в 1804 году перебрался ни много ни мало в столицу империи, Санкт-Петербург. Там он поступил в педагогический институт, куда как раз принимали выходцев из простонародья со всех уголков страны. И вот спустя 3 года обучения он получает назначение учителем философии в гимназии города Тобольск. Можно было бы подумать, что это будто бы ссылка в Сибирь, но в Тобольске Иван Павлович обрел настоящее счастье. Он встретил и без памяти влюбился в Марию Дмитриевну Корнильеву, девушку из уважаемого рода купцов, осваивавших Сибирь со времен Ермака. Между ними вспыхнули крепкие чувства, и в 1809 году 26-летний Иван Менделеев и 18-летняя Мария Корнильева обвенчались. Карьера Ивана Павловича складывалась весьма неплохо, и вскоре он был назначен директором Тобольской гимназии, что позволяло прокормить быстро растущую семью Менделеевых. И когда я говорю «быстро растущую», я имею в виду, что за первые 25 лет семейной жизни Мария Дмитриевна родила 17 детей. Правда, 3 умерли еще до крещения, даже не получив имя. Вы помните, какой тогда был уровень детской смертности, лишний раз повторять не хочется. Ну так вот, 27 января 1834 года на свет появился последний, 17-й ребенок семьи Менделеевых – мальчик Митенька, которого назвали в честь отца Марии Дмитриевны. И этот Митенька и есть наш главный герой. Правда, рождение Дмитрия Ивановича Менделеева было омрачено большой бедой. В этом же месяце отец семейства из-за катаракты полностью потерял зрение, был вынужден оставить пост директора гимназии и выйти в отставку. Ивану Павловичу по болезни была назначена пенсия – 275 рублей в год, но даже при дешевизне сибирской жизни этого никак не хватало. Так что бремя содержания этой огромной семьи полностью легло на хрупкие женские плечи Марии Дмитриевны. И далее можно только восхищаться силой ее духа. Перебрав все способы тащить на себе семью, она увидела единственную реальную возможность. Полузаброшенный стекольный заводик ее брата Василия Дмитриевича Корнильева в 25 километрах от Тобольска на реке Оремзянка. Брат уже давно уехал в Москву на службу, и судьба захеревшего предприятия его мало интересовала. Так что он с радостью предоставил сестре доверенность на управление заводом, а сам являлся лишь номинальным владельцем. Более того, Корнильев даже предложил взять к себе в Москву на попечение старшего сына семейства Ваню Менделеева, с чем мать не без тяжести на сердце, но согласилась. Мария Дмитриевна перевезла ослепшего мужа и детей в полузаброшенный заводик на Оремзянке, который ее стараниями вскоре вернулся к жизни и очень быстро начал производить стеклянную продукцию, преимущественно оптичные пузырьки. К 1837 году, когда предприятие стало приносить какую-никакую прибыль, матери удалось расплатиться с накопившимися долгами и даже отправить мужа в Москву к опытному окулисту, который снял катаракту с глаз Ивана Павловича и вернул ему зрение. Что было очень радостным событием для всей семьи. Однако вернуться на работу в гимназию отцу не удалось. Логично предположить, что за 3 года место директора было занято. Но обидно то, что даже вакансии простого учителя тогда не нашлось. Так что вернувшийся в строй отец семейства начал помогать жене в административных хлопотах. И коль скоро вопрос выживания был решен, дела вроде как пошли на лад. Но постоянная занятость Марии Дмитриевны управленческими делами все больше отдаляла ее от детей. Впервые она остро ощутила это, когда в 1938 году 4-летний Митенька, ее любимец, заразился оспой и на несколько недель повис между жизнью и смертью. Ребенок поправился, но этот разрыв между матерью и детьми крепко засел в ее сознании до конца жизни.
И вот теперь мы можем наконец сфокусироваться на главном герое, маленьком Мите, которому предстояло стать великим Дмитрием Менделеевым. Суровое сибирское воспитание в компании деревенских ребят давало свои плоды. Митя в обиду себя не давал. И если что не так, без раздумий лез в драку и давал в бубен обидчику. Он рос эмоциональным и даже вспыльчивым мальчиком, однако лишенным гордыни и какого-либо высокомерия. Спустя много лет, находясь на вершине научной славы, он никогда не будет глядеть на мир свысока, и с обычными деревенскими мужиками он всегда будет общаться на равных. И вот, в 41 году, когда Митьке было 7 лет, его вместе с братом Пашей устроили учиться в Тобольскую гимназию, где некогда работал его отец. И если я скажу вам, что он с первых же дней блистал своими знаниями и был выдающимся учеником, то это будет неправдой. Учеба очень быстро перестала его увлекать, а предметы разделились на любимые и ненавистные. Интерес он испытывал к математике, физике и разве что истории. А вот что молодой ученик ненавидел всей душой, так это иностранные языки, и в особенности латынь. Ненависть к ней он всегда считал, если не врожденной, то, по крайней мере, взросшенной в нем с раннего детства. Короче говоря, учеба шла тяжко, и тот факт, что наш юный герой успешно переходил из класса в класс, заслуга не столько его самого или какой-то природной тяги к знаниям, сколько заслуга талантливых педагогов, которые подтягивали лентяя Митьку, когда дело шло к отчислению. В общем, в такой атмосфере относительного спокойствия прошло 6 лет. Митя и Паша учились, дочери понемногу взрослели и выходили замуж. Жизнь шла своим чередом. Но белые жизненные полосы имеют свойство заканчиваться еще более внезапно, нежели черные. И в 1947 году на чету Менделеевых посыпалось несчастье за несчастьем. В марте от чехотки, то есть от туберкулеза, умер отец семейства Иван Павлович. Через несколько месяцев умерла дочь Поленька, которая попала в неназванную секту и заморила себя голодом, соблюдая какой-то странный пост. Не доглядели. И вот будто бы всего этого было мало, через полгода в огне случайного пожара сгорел дотла и стекольный завод на Аремзянке, который кормил всю семью. К концу 1948 года Мария Дмитриевна осталась лишь с 2 сыновьями и младшей дочерью Лизой. Но через полгода мальчики окончили гимназию, и Паша уехал служить в Омск. Так что вся материнская любовь сконцентрировалась на Мите и Лизоньке. И вот на этом моменте Мария Дмитриевна внезапно поняла, что больше в Тобольске их ничего не держит. Словно какой-то щелчок раздался в ее голове, и она поняла, что остаток своих жизненных сил она должна потратить на то, чтобы устроить достойную жизнь 2 своих младших детей. Чтобы они увидели что-то, кроме сибирской борьбы за выживание. Чтобы они увидели большую жизнь во всех ее проявлениях. Она решила на остаток сбережений отправиться с детьми в Москву и устроить Митю на учебу в Московский императорский университет. Мы находимся в Москве, возле дома Апраксиных-Трубецких на Покровке. Красивое здание, не совсем свойственное архитектуре древней столицы. Но мы с вами оказались здесь не случайно, ведь именно сюда осенью 1849 года Мария Дмитриевна привезла своих детей, Митю и Лизу. Все дело в том, что в этом доме жил ее брат Василий Дмитриевич Корнильев, тот самый, который был номинальным владельцем сгоревшего стекольного завода, но который по факту был главным управляющим делами княжеского рода Трубецких. Корнильев управлял всеми многочисленными поместьями династии Трубецких и сам располагался в одной из их фамильных резиденций, в так называемом доме-комоде на Покровке, откуда и вел дела. Здесь долгое время жил старший сын Менделеевых Ваня, присланный к дяде на попечение.
Здесь же надолго останавливался и отец семейства Иван Павлович, когда приезжал на операцию по удалению катаракты. Благодаря своей должности Василий Дмитриевич Корнильев обладал широкими связями по всей Москве и взял на себя хлопоты по устройству 15-летнего Мити в Московский университет. А пока суть до дела, Менделеевы могли устраиваться в помещении, чувствовать себя как дома и оставаться здесь столько, сколько нужно. Но дом этот был не просто заурядной резиденцией заурядного чиновника. Василий Дмитриевич был человеком культурным. Так что в доме Комоди на Покровке нередко собиралась литературная и театральная Москва. Когда-то здесь бывал и молодой Пушкин, но во время проживания здесь Менделеевых в доме на Покровке иногда появлялся и Николай Васильевич Гоголь. Дмитрий Иванович видел великого писателя и на всю жизнь запомнил этот образ задумчивого творца, сидевшего немного в стороне от всех. Но что касается основной задачи определения Мити в Московский университет, то дело не сложилось. Проблема в том, что по существовавшим тогда правилам гимназисты могли поступить только в университет их учебного округа, а для выпускников Тобольской гимназии это был университет в Казани. В итоге двери Московского императорского университета оказались для Менделеева закрыты, и не помогли ни уговоры, ни даже связи Василия Дмитриевича. Корнильев уверял свою сестру, мол, не беспокойтесь, матушка, устрою Митьку на работу в канцелярию губернатора, и никакое образование вообще не понадобится. Но мать, не желая отдавать любимого сына в ряды узколобых чиновников, настояла, мол, нет, пусть учится. Так, через полгода пребывания в Москве она на последние сбережения перевезла детей в Санкт-Петербург и решила попытать счастье там. Санкт-Петербург – великая столица Российской империи. Бродишь по этим узеньким улочкам и прямо-таки чувствуешь атмосферу историй. Итак, совсем немножечко влажность воздуха. Ну так вот, Менделеевы прибыли в столицу весной 50-го. И стоит ли говорить, что с Петербургским университетом произошла ровно такая же история, что и с Московским. В приемной комиссии Менделеевым точно так же указали на Казанский университет и в зачислении отказали. Кстати, существует миф, что Дмитрия Ивановича Менделеева дважды не взяли в университет, потому что будущий великий химик дважды завалил вступительные экзамены, вы не поверите, по химии. Но тут уж сыграла свою роль злая молва. Ведь, во-первых, истинную причину отказа в поступлении вы уж, надеюсь, поняли, а во-вторых, вступительных экзаменов по химии как бы и не было. Абитуриенты сдавали латынь, физику и математику. Химия в этот круг не входила, так что сложно провалить поступление в университет, сдавая на экзамене тот предмет, которого вообще-то на экзамене и нет. Логично вроде. В любом случае, получив отказ, Мария Дмитриевна не сдавалась и не собиралась менять для Мити провинциальный Тобольск на не менее провинциальную Казань. Так что было решено направить сына в медико-хирургическую академию, второе по престижу учебное заведение императорской столицы. Таких ограничений по учебным округам там не было, и у нашего героя были все шансы на успех. Однако перед поступлением претенденты должны были пройти испытания в анатомическом театре при академии. Но вот незадача, при виде трупа Дмитрию Ивановичу стало плохо. Не совсем понятно, было ли это просто отвращение, тошнота, или, как сообщают некоторые источники, падение в обморок. Но результат один. Менделеев сразу же понял, что медицинская карьера не для него. Но даже на этом варианты не закончились. Это все-таки столица. По итогу семейного совета было решено пойти по стопам отца и поступить в тот же самый педагогический институт, где когда-то учился Иван Павлович. Никаких ограничений по округам или возрасту, никаких ограничений по происхождению. Просто сдавай вступительные экзамены и
Добро пожаловать. Правда, и тут не обошлось без проблем. Прием студентов в педагогический институт проводил раз в 2 года, и как раз в 1850 году приема не было. А значит, либо жди до следующего года, а денег на это уже не было, либо ищи что-нибудь еще. Но внезапно ситуацию разрешило рекомендательное письмо от одного из профессоров, который вспомнил фамилию Менделеев, ведь когда-то учился здесь вместе с Иваном Павловичем. В общем, 1 мая 50 года Дмитрий Иванович подал прошение и выдержал вступительное испытание. Причем ненавистную латынь сдал аж на 4, а вот любимую физику, как это ни странно, сдал на 3. И тем не менее, этого хватило. И 9 августа того же года министр просвещения утвердил решение приемной комиссии, и Дмитрий Иванович стал студентом. Дело было сделано. Материнский долг выполнен. Мария Дмитриевна дала своему сыну новую жизнь и большое будущее, причем она даже не подозревала, насколько большое. И можно только поражаться тому, как стремительно после этого угасли ее силы. Не в состоянии побороться даже со случайной простудой, она умерла уже через 1,5 месяца, 20 сентября 1850 года. Она оставила сыну напутствие: «Благословляю тебя, Митенька. Ты был основной надеждой всей моей старости. Прощаю тебе все заблуждения и молю, настаивай в труде, а не в словах. Прощай и помни мать, которая любила тебя паче всех». Через 1,5 года от скоротечного туберкулеза умерла и сестра Лизонька. И 16-летний молодой студент остался в Петербурге совсем один. В это же время в Москве умер и дядя, так что теперь помощи или поддержки ждать было неоткуда. Теперь Дмитрий Менделеев мог рассчитывать только на самого себя и самостоятельно прокладывать свой путь в неизведанное. Будущий великий ученый встал на рельсы большой науки. Чувствуя этот уровень ответственности, теперь уже перед самим только собой, Дмитрий Иванович основательно взялся за учебу. И от былого разгильдяйства не осталось и следа. Если в первый год учебы он был 25-м из 27 своих сокурсников, то через год был уже 7-м. А еще через год о нем уже говорили как об одном из самых выдающихся студентов педагогического института. Но была одна интересная деталь, которую мы упустили. Со всех студентов, поступивших в пединститут, требовали написать расписку, по которой они будут обязаны отработать учителем по распределению не менее 2 лет за каждый год учебы в институте. Это удивляло Дмитрия Ивановича, но даже не тем фактом, что он не сможет выбрать место работы, а самим фактом написания расписки. За все 16 лет, что я прожил, никаких я никому расписок не давал. А тут заставили всю расписку самому написать. Было как-то лестно чувствовать себя решающим свою судьбу и заставляло не раз подумать о том, что каждому из нас предстоит. И эти размышления в большой степени повлияли на успехи Менделеева. Биографы поражаются, как быстро гимназист Митька, которого учителя тащили из класса в класс, превратился в работящего и целеустремленного студента Дмитрия Ивановича. Очень быстро все это вышло за пределы простой учебы в нечто большее, в жажду знаний и упорнейший труд. Но такие нагрузки в связке с суровым питерским климатом очень сильно ударили по здоровью еще не окрепшего организма. В один из свободных вечеров, когда Менделеев в компании друзей-однокурсников направился в театр, его ждало интереснейшее представление. Выступала молодая итальянская певица, имя которой Дмитрий Иванович, к сожалению, запамятовал. Но не забыл он, как она была хороша собой. Прелестный голос, стройная фигура, роскошная прическа. По завершении выступления зал взорвался бурной овацией, а мужская часть аудитории горячо призывала итальянскую красавицу вновь выйти на сцену и исполнить номер на бис. Среди призывающих был, конечно, и Дмитрий Иванович, и кричал он так громко, что в один момент у него перехватило горло, и он громко и глубоко закашлялся.
Приступ был столь сильный, что аж в глазах потемнело. И когда слегка полегчало, Дмитрий взглянул на платок, которым он прикрывал рот во время кашля, и с ужасом увидел, что платок был в крови. Это был грозный признак туберкулеза, от которого, как мы помним, умер и отец нашего героя, и совсем недавно сестра Лиза. А раз уж открылось кровохарканье, то значит болезнь уже давно прогрессирует, и, скорее всего, уже мало что можно сделать. Дмитрий Иванович поспешил в институтский лазарет, и тамошний доктор Кримбель, услыхав про отца и сестру, тут же поставил диагноз туберкулез. Тут можно было даже и легкие не прослушивать. Менделеева определили в палату к студенту Битлингу, также туберкулезнику, и для 2 обреченных больных начался мучительный отсчет дней. Как-то раз после обхода доктор, будучи уверенным, что Менделеев и Битлинг спят, сказал медсестре: эти двое уже не встанут. И к ужасу Дмитрия Ивановича через пару дней Битлинг действительно умер. Но Дмитрий Иванович, вместо того, чтобы предаваться мрачным мыслям и хоронить себя раньше сроку, решил, сколь хватит сил, продолжать обучение прямо в палате. Согласитесь, лучше проводить время за чтением книг, чем за подсчетом минут до собственной смерти. И вот однажды Менделеев обратился к Кримбелю за дозволением ненадолго покинуть лазарет, чтобы держать очередной экзамен. Доктор, конечно, удивился, мол, тебе ли уже не все равно, голубчик? Но разрешение дал. Менделеев кое-как натянул на себя парадный мундир и, преодолевая слабость, медленно зашагал в аудиторию. Несмотря ни на что, он блистательно сдал экзамен, и едва он повернулся и не спеша поковылял обратно в лазарет, как товарищи, восхитившиеся его усердием, повставали с мест и устроили ему оглушительную овацию. Это, в свою очередь, привлекло внимание руководства института. У Кримбеля запросили доклад о состоянии Менделеева, и на основании его прогнозов и рекомендаций направили министру народного просвещения ходатайство о переводе Дмитрия Ивановича в университет в Киев. Там климат уж помягче будет, что не говори. Но как бы некоторые биографы не рассказывали о том, как Менделеев взял всю силу в кулак и наотрез отказался уезжать из столицы, мы не знаем, чем закончилось ходатайство. В архиве Дмитрия Ивановича никаких документов по этому поводу не сохранилось. Мы знаем лишь, что Менделеев остался в Петербурге и, превозмогая болезнь, продолжал учиться. Силе его характера можно только позавидовать, ведь до конца своей учебы в институте он так и будет бегать между палатой туберкулезников и учебными аудиториями, готовый к тому, что в любой день он может слечь уже окончательно и угаснуть навсегда. Но тяга к жизни каждый раз поднимала его с больничной койки и толкала вперед. И такой горячий интерес Дмитрия Ивановича к наукам не остался незамеченным в глазах преподавателей. Они видели эту страсть, широчайший круг интересов и помогали ему всеми своими силами. И ведь когда я говорю о широком круге интересов, я говорю о таком огромном спектре тем, что если мы начнем загибать пальцы в их перечислении, то нам просто рук не хватит. Просто посмотрите на это разнообразие. Описание Тобольска в историческом отношении, химический анализ минерала артита, о влиянии теплоты на распространение животных, о телесном воспитании детей. Вы же не забыли, что институт педагогический. Далее, описание грызунов в Петербургской губернии, неорганический анализ умбры, об ископаемых растениях, кристаллографический анализ пироксена, дипломная работа изоморфизм кристаллических форм в отношении к составу. Отдельно пока выделим одну работу о химическом анализе минерала артита, привезенного из Финляндии. Эту работу Дмитрий Иванович написал под руководством, как его называют, дедушки русской химии Александра Абрамовича Воскресенского. Дело в том, что работа была настолько примечательна, а сам анализ по отзывам столь выдающийся, что это исследование даже было напечатано отдельно в журнале Минералогического общества, причем на немецком языке. И это, в общем-то, первая печатная публикация в огромном списке научных работ Менделеева. Мы потом отдельно еще поговорим об изоморфизме, но это потом. Сейчас мы подошли к 1855 году, когда в мае Дмитрию Ивановичу предстояло держать выпускной экзамен по теме этого самого изоморфизма.
5 лет упорнейшего труда не прошли даром, и Менделеев с блеском это продемонстрировал на открытом выступлении. В актовом зале собрались не только преподаватели да сокурсники, но и студенты младших курсов, академики, генералы. Об успешности доклада Менделеева мы можем судить из письма директору института от академика Юлия Федоровича Фридша, известного специалиста по органической химии. Я с удовольствием слушал объяснение вопросам химии студента Менделеева. Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет знанием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю покорнейше просить ваше превосходительство содействовать тому, чтобы господину Менделееву при определении на службу была дана возможность далее усовершенствоваться в химии. И такая возможность Дмитрию Ивановичу была дана. Директор выхлопотал разрешение, чтобы несколько отличнейших выпускников остались при институте еще на 1 год для совершенствования в науках и подготовки к магистерскому экзамену. И только после этого приступить к службе по распределению по той самой расписке. И, само собой, это касалось и Менделеева, который за свои успехи был награжден золотой медалью выпускника. Но судьба распорядилась иначе. К тому моменту болезнь Дмитрия Ивановича разошлась настолько, что доктора имели огромные опасения за его жизнь. И Менделеев упросил руководство определить его на службу где-нибудь на югах, где в теплом приятном климате он сможет хоть немного прийти в себя и подготовиться к защите звания магистра. Выбор Дмитрия пал на Одессу, ведь тамошний Ришельевский лицей был достойным местом для службы и дальнейшего продвижения в химических исследованиях. Но тут в дело вмешалась роковая случайность. Распределитель в министерстве перепутал бумаги Менделеева и его друга-студента Янкевича и направил Янкевича в Одессу, а Менделеева в Крым, в Симферополь, который в тот момент был еще очень глухим захолустьем. Такая ошибка просто взбесила Дмитрия Ивановича, ведь ехать в провинциальный Крым, охваченный в тот момент войной с турками, он не собирался. Да и сам Янкевич ни в какую Одессу ехать не планировал. Менделеев направился прямиком в министерство и устроил там дикий скандал. Какой, Симферополь? В Одессу мне надо, в Одессу! Как писал потом Дмитрий Иванович, я и сейчас не из мирных, а тогда был вообще кипяток. В общем, на следующий день министр народного просвещения потребовал к себе и Менделеева, и директора департамента, повинного в этой ошибке. Наорал на обоих, заставил помириться и поцеловаться, но распределение оставил без изменений. Так что пришлось нашему герою таки ехать на Крымский полуостров. Война с турками, которая так и была названа Турецкой, а позже Крымской войной, шла для Российской империи тяжело. Караваны с припасами и снарядами обгоняли карету Менделеева, а навстречу неслись лишь многочисленные повозки с ранеными солдатами. Симферополь не был в эпицентре сражений, но практически весь городок превратился в один большой госпиталь. Точно так же и гимназия, в которую определили на службу Менделеева, была переоборудована в госпиталь, так что основные свои функции не выполняла, и наш герой просто сидел без дела. Но судьба не случайно забросила Дмитрия Ивановича в эти края. Хоть профессиональных перспектив тут не было никаких, тут был прославленный хирург Николай Иванович Пирогов, к которому у Менделеева было направление от столичного лейб-медика, ведь болезнь хоть и ослабила хватку на фоне приятного климата, но все же никуда не делась. И выдающийся мастер медицинского искусства Пирогов сделал для смертельно больного туберкулезника Менделеева больше, чем кто-либо. Он прямо-таки вернул его к жизни, и даже не за счет каких-то хитроумных методов лечения или секретных микстур. Он просто внимательно послушал легкие Дмитрия Ивановича и констатировал, что никакого туберкулеза у Менделеева нет и никогда не было. А то, что кровохарканье открылось, ну так поменьше кричать надо всяким там певичкам. Идите, голубчик, вы еще нас всех переживете. По итогу у Дмитрия Ивановича был диагностирован не такой опасный порок сердечного клапана, который при соблюдении ряда рекомендаций Пирогова не помешал бы дожить до глубокой старости, что, забегаем вперед, и случилось.
И это словно вдохнуло новую жизнь в нашего героя. Конечно, от одних этих слов проблемы со здоровьем никуда не делись, и Дмитрий Иванович, в общем-то, кашлял потом всю жизнь. Но он, наконец, избавился от этого гнетущего чувства обреченности и мог оптимистично смотреть в свое будущее, а не превозмогать болезнь, которая его бы все равно победила. С этого момента Дмитрий Иванович Менделеев загорелся еще большей страстью к наукам, которая очень скоро приведет его ко всемирной славе. После такого, с позволения сказать, исцеления, дела Дмитрия Ивановича будто бы пошли в гору. Буквально сразу же после посещения знаменитого врача Менделееву пришло письмо от Янкевича, того самого студента, с которым нашего героя перепутали при назначении в Симферополь. Янкевич писал, что после долгих усилий наконец выхлопотал позволение остаться в Петербурге, а значит, место в Одесском лицее остается свободным, и Дмитрий Иванович может его занять, если хочет. А Дмитрий Иванович хочет и уже в октябре 1955 года прибывает в Одессу и получает должность старшего преподавателя математики в Ришельевском лицее. Сразу же по приезду он садится за написание магистерской диссертации «Удельные объемы» и уже через полгода, весной 56-го, снова срывается в столицу. 31 мая он сдал магистерский экзамен, 9 сентября блестяще защитил диссертацию и получил звание магистра химических наук, а 9 января уже 57 года по ходатайству университетского совета 23-летний Дмитрий Иванович был переведен на службу в главный столичный университет в звании приват-доцента на кафедре химии. И это тот самый университет, который не хотел принимать его на учебу. Просто какой-то молниеносный взлет. Теперь он мог и читать лекции, и работать в университетской лаборатории. И что самое важное, это назначение освобождало его от обязательств по расписке. Забавно получилось, Дмитрий Иванович должен был проработать в качестве провинциального учителя 8 лет. Но в общей сложности в Крыму и в Одессе не провел и года. Вот она, целеустремленность, помноженная на желание жить. Правда, с точки зрения обеспечения, должность приват-доцента не самая оплачиваемая работа. Какого-то фиксированного оклада у него не было. В зависимости от финансового состояния университета, руководство могло платить 300-400 рублей в год, а могло и вообще ничего не платить. Тут уж как получится. Так что приходилось шабашить на стороне. Например, писать статьи в журнал Министерства просвещения. Но главным для Менделеева был не текущий заработок, а перспективы. И молодой приват-доцент очень быстро ощутил, как много дверей может теперь перед ним открыться. Со смертью императора Николая I и окончанием Крымской войны превратились в тыкву и установленные им ограничения на выезд за границу. Так что Дмитрий Иванович очень надеялся на заграничную командировку для, как это тогда называлось, усовершенствования в науках. Но вот пока он был одесским учителем, как-то вот все время не срасталось. Ну теперь-то он был не какой-то там новичок, пусть и отличник. Теперь-то он, ого-го, практически сложившийся химик. Так что вопрос о двухлетней командировке в Европу был решен мгновенно. В качестве места, наиболее подходящего для совершенствования в науках, был выбран германский город Гейдельберг, причем по целому ряду причин. Во-первых, и это самое важное, Гейдельберг славился своим университетом и местными химиками. Именно здесь, в 1859 году, Густавом Кирхгофом и Робертом Бунзеном был изобретен спектральный анализ, благодаря которому открытия новых химических элементов посыпались как из рога изобилия. Во-вторых, просто взгляните на карту. Гейдельберг имел очень удобное географическое положение, чуть ли не в самом центре Европы. Отсюда можно было максимально быстро попасть и во Францию, и в Швейцарию, ну и, конечно же, во все крупные германские города. Отсюда вытекает и наше, в-третьих,
Такое расположение города привлекало огромное количество путешественников, в том числе из Российской империи. Так что к моменту командировки Менделеева там уже была многолюдная и разношерстная русскоговорящая община. В общем, 14 апреля 1959 года Менделеев покупает билет на почтовый дилижанс, идущий до Варшавы, и отправляется в путь. Из Варшавы неспешным поездом через Краков, Дрезден, Лейпциг и Франкфурт, и в итоге через месяц попадает в Гейдельберг. Роберт Бунзен, который все так же работал в местном университете, с распростертыми объятиями принимает своего «русischen коллеги», помогает ему с арендой жилья и предоставляет Менделееву рабочее место в своей лаборатории. Правда, очень быстро Дмитрий Иванович понял, что роль спектрометриста ему не совсем по душе. Так что для интересных именно ему исследований он организовал лабораторию прямо у себя в квартире. А интересовался Менделеев в первую очередь вопросами классификации химических элементов и методологии определения их свойств. И вот результатом этих поисков в Гейдельберге стало открытие Дмитрием Ивановичем, как он назвал, температуры абсолютного кипения. Он установил, что у любой жидкости есть такая температура, по достижении которой эта жидкость переходит в газообразное состояние, то есть превращается в пар. И, казалось бы, в этом нет ничего удивительного, но смотрите, в чем фишка. Еще до того, как жидкость достигнет температуры кипения, мы можем перевести ее в пар путем уменьшения давления. И что характерно, обратно повышая давление, мы можем произвести и обратную трансформацию из пара в жидкость. Но вот главная особенность, которую определил Менделеев, заключается в том, что если температура пара превышает эту самую температуру абсолютного кипения, то как бы мы ни меняли давление, как бы мы ни сжимали этот пар, мы бы не смогли добиться обратного превращения в жидкость. То есть никаким даже самым высоким давлением мы не сможем перевести пар в жидкость, если температура этого пара выше температуры абсолютного кипения. И у каждого жидкого вещества эта температура своя. Это важное открытие, которое, впрочем, не получило дальнейшего развития у Дмитрия Ивановича. Зато через 10 лет к этим же выводам независимо пришел ирландский, прошу заметить, химик Томас Эндрюс, который назвал этот показатель температуры критической точкой. И именно под этим названием температура абсолютного кипения и вошла в историю. Еще одним важным эпизодом из этой поездки стало участие Дмитрия Ивановича в первом международном химическом конгрессе. Мероприятие в германском городке с романтичным названием Карлсруэ поначалу казалось каким-то местечковым корпоративом нескольких химиков, но на деле к 3 сентября 1860 года обернулось большим съездом почти 150 химиков из самых разных стран. Среди них нашлось место и Менделееву с 2 товарищами, а главной темой конгресса стала стандартизация химических понятий и определений. В то время среди химиков не было единства в употреблении терминов и обозначений. Была какая-то дичайшая путаница даже в таких базовых понятиях, как молекула и атом. И вот конгресс как раз и внес системность в основные химические понятия. Вообще, что касается поездок по европейским городам, то Менделеев уж точно был не из тех, кто сидит на месте. Из 22 месяцев заграничной командировки почти 6 он провел в разъездах. Несколько раз был в Париже, объездил Швейцарию и Италию, не раз посещал и германские города. Но нельзя сказать, что все это было исключительно по делу. Да, чаще всего это были поездки для приобретения какого-то химического оборудования или установления знакомств с видными учеными, но часто это были и просто туристические экскурсии с друзьями. В таком удовольствии Менделеев за границей себе не отказывал. Не отказывал он себе и в общении с прекрасной половиной человечества, если вы понимаете, о чем я. Конечно, речь не о том, что Менделеев был каким-то гулякой, бегающим за каждой юбкой, но вот позже, уже по возвращении в Петербург, он в одном письме напишет следующие строки. «Когда я жил за границей, была у меня интрижка, а от нее плод, за который пришлось расплачиваться». Речь идет о романе Дмитрия Ивановича с провинциальной немецкой актрисой Агнес Фойктман, а этот самый плод – это дочь, которая родилась
вскоре после их встреч. Менделеев был не уверен, что дочь от него, но тем не менее регулярно высылал ей денег на содержание, пока девочка не выросла и не вышла замуж. Да уж, наделал дел Дмитрий Иванович, но к его чести отметим, что от ответственности он не уклонился. В это же время в Петербурге у руководства Менделеева зрело недовольство. Дмитрий Иванович не оправдывал возложенных на него высочайших ожиданий. Эксперименты с температурой кипения – это все, конечно, очень интересно, но это как бы можно сделать и дома. Все это не оправдывает тех затрат, которые терпит министерство. И Воскресенский деликатно намекал, мол, любезнейший Дмитрий Иванович, у вас еще целый год впереди, и за это время можно сделать целую кучу работ. Но этой самой кучи не последовало. Менделеев крепко так застрял на вопросах классификации элементов, и через год его отзывают обратно в Санкт-Петербург. 6 февраля 1961 года друзья устраивают Менделееву проводы, а на следующий день поезд помчал нашего героя в сторону Родины. Из-за границы Дмитрий вернулся с кучей долгов и, как мы помним, с позволения сказать, алиментами. Финансовое положение было довольно затруднительным, но, что еще хуже, работы было мало. Он ведь вернулся в феврале, так что вклиниться преподавателем посреди учебного года было крайне затруднительно. На первых порах его выручил опять же Воскресенский, который уступил ему свое место преподавателя в корпусе инженеров путей сообщения. Позже наш доцент вклинился с лекциями по химии и физике еще в нескольких местах, и постепенно его положение начало выравниваться, но судьбоносным стало решение Менделеева написать учебник по органической химии. Преподавая эту область, он столкнулся с тем, что на русском языке нет не то чтобы нормальных учебных пособий, а вообще никаких. А если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам. И недолго думая, уже через 10 дней после приезда из-за границы, Дмитрий Иванович сел за рукопись. Первый российский учебник по органической химии был сдан в печать уже 18 июня и разошелся с такой быстротой, что через год пришлось выпускать второе издание. Органическая химия стала настольной книгой студентов и пользовалась огромной популярностью среди молодых химиков. В результате весной 1862 года эта работа, а точнее ее автор Дмитрий Менделеев, был удостоен полной Демидовской премии, которую присуждают за написание работ на русском языке в отрасли человеческих познаний или приложении их к потребностям житейским. Приличная, замечу, сумма по тем временам – 1428 рублей. Это позволило рассчитаться со всеми долгами и даже отложить небольшую сумму впрок. Ну а раз финансовое положение выправилось, то теперь можно было озадачиться и положением семейным. И тут огромную роль сыграла одна из старших сестер Дмитрия Ивановича – Ольга. Она была на 20 лет старше Дмитрия и жила в Сибири, будучи замужем за декабристом. Но после всеобщей амнистии декабристам от Александра II семья Ольги смогла перебраться в Петербург, где брат с сестрой воссоединяются и начинают приглядывать друг за другом. Ну, ладно, по большей части старшая Ольга присматривает за младшим Дмитрием. И вот Ольга Ивановна решила пристроить младшего брата и знакомить его со своей подругой Феозвой Никитичной Лещевой. Поначалу это общение было исключительно дружеским. Как-никак, Феоза Никитишна была на целых 6 лет старше Менделеева, хотя на свой возраст и не выглядела. И вот Дмитрий Иванович съездил в Европу, издал органическую химию и готовился разменять третий десяток, но никаких действий по завоеванию сердца подруги решительно не предпринимал. В итоге сестре пришлось вмешаться, разрушить, скажем так, барьер френд-зоны и быстренько сосватать Дмитрия и Феозву. В своем дневнике наш герой писал: «Физа таки увлекать меня начала, и хорошее правослово была бы жена». Так что стараниями сестры 10 марта 1962 года Дмитрий Иванович сделал своей Физе предложение. Но тут начались проблемы. Сразу после помолвки суженых-ряженых одолели сомнения. Феозву Никитишну смущал вспыльчивый характер и крутой нрав жениха. Мол, как я вообще с ним жить буду? Но со временем она рассудила, что переделает его своей любовью, еще не осознавая наивность этих планов.
Дмитрия Ивановича беспокоило, что чем больше он узнает свою будущую жену, тем больше понимает, что не испытывает тех чувств, которые должны быть у жениха. Но опять же вмешалась Ольга Ивановна и настояла, мол, ты ж помолвлен, объявлен женихом. В каком положении будет она, если ты теперь откажешься? Ну и в общем, в конце апреля 1962 года молодые пошли под венец, и Феозва Никитична в девичестве Лещева стала Менделеевой. На остатки Демидовской премии молодая пара отправилась в свадебное путешествие по Европе, и сразу же после возвращения Дмитрию Ивановичу подвернулась интересная работенка. Его давний приятель, профессор Скобликов, тяжело заболел и попросил Менделеева взять на себя его работу, за которую должны были прилично заплатить. И эта работа заключалась в переводе и редактуре технологии по Вагнеру. И пока вы не успели провести какие-нибудь ассоциации, сразу поясню. Технология по Вагнеру – это учебник или, скорее, даже энциклопедия, которую было решено перевести с немецкого на русский и издать в Петербурге. Для такой корректуры нужен был знающий химик, и Скобликов, вынужденный уехать на лечение за границу, недолго думая написал Менделееву. Тот согласился и ближайшие 1,5 года занимался переводом первых 3 томов. Производство муки, хлеба и крахмала, сахарное производство и последнее, и, пожалуй, самое интересное, производство вина, пива, спирта и алкометрия. В 1963 году работа была окончена и, по сути, представляла собой концентрированный сборник прикладных научных сведений, касающихся обозначенных тем. Работа была выполнена блестяще, что принесло Менделееву репутацию знающего химика-технолога и послужило поводом выдвижения его кандидатуры на пост экстраординарного профессора главного Петербургского университета. Однако тогдашний министр просвещения согласия не дал, под предлогом, что Менделеев даже не является доктором наук, а тут сразу в профессора. Нет уж, пусть пишет докторскую диссертацию, а потом уже посмотрим. Ну что ж, вызов принят, сказал Дмитрий Иванович и сел за написание диссера. К тому же тема для докторской буквально витала в воздухе и плавала в печени. Да, вы, наверное, поняли, что я подвожу нас к одной из самых известных легенд о Менделееве – изобретение эталонной 40-градусной водки. Мол, Дмитрий Иванович и сам был большой любитель выпить и решил изобрести идеальное пойло, чтобы пробирало как следует. Более того, по секретному указу Министерства финансов занимался подделкой дорогих французских вин. Но вместо эпического разоблачения давайте я просто расскажу по порядку, как все было. И по ходу рассказа мы сами увидим, где там изобретение водки. Как я уже сказал, тему диссертации Менделеев приметил еще при работе над технологией по Вагнеру в разделе производства спирта. Ведь смешение спирта с водой – прекрасный объект для изучения непостоянных составов. Видите ли, в чем особенность? Если мы смешаем пол-литра спирта и пол-литра воды, мы не получим литр раствора. При смешивании 2 жидкостей будет выделяться тепло и произойдет уменьшение объема, так что мы получим чуть меньше, чем литр. Но в чем причина этого сжатия? По каким принципам это происходит? При каких пропорциях сжатие получится наибольшим? Именно эти особенности спиртовых растворов заинтересовали Дмитрия Ивановича. И на 1,5 года он засядет за написание диссертации «Рассуждения о соединении спирта с водой». На казенном складе он получил 15 ведер не самого чистого, скажем так, спирта, и первым делом принялся очищать его от лишних примесей. После многочисленных перегонок и пропускания через негашенную известь, он довел чистоту этого спирта с 71% до 99%, что уже было задачей довольно сложной, по крайней мере, по тем временам. После этого Дмитрий Иванович приступил к экспериментам по смешиванию, пользуясь главным образом пикнометрами, то есть приборами для определения плотности. И в итоге установил, что наибольшее сжатие смесей происходит, когда на каждую молекулу спирта приходится 3 молекулы воды, то есть при соотношении 45,88% спирта и 54,12% воды.
Как писал Дмитрий Иванович, максимально возможное сжатие при таких пропорциях невозможно описать иначе, как образованием более прочного соединения, чем все прочие. То есть, как видите, Менделеев искал способы определения объема, очистки спирта от примесей и, что самое важное, создания спиртового раствора самой высокой плотности, а не изготовления самого вкусного или вштыривающего напитка. К тому же, на всех 119 страницах диссера, опубликованного им в 1865 году, Менделеев вообще ни разу не затрагивает вопрос употребления этих растворов внутрь. Вот буквально ни одного слова. Более того, при таких пропорциях крепость раствора получается равной 51 градусу, что не очень-то похоже на ту самую эталонную водку. Но откуда тогда пошел миф, спросите вы меня? Дело в том, что через год после этой публикации Министерство финансов утвердило стандарт спиртовой продукции, где и значился этот эталон в 40 градусов. И Дмитрий Иванович тут как бы вообще ни при чем, просто два близких по дате события. Единственная связь заключается в том, что некоторые наработки из докторской Менделеева начали применять в алкогольном производстве, главным образом то, что касалось очистки спирта. И все. В итоге миф об изобретении знаменитой русской водки оказался высосанным из пальца. Да и то, что Дмитрий Иванович сам был большой любитель своего изобретения, опять же облом. Из всей алкогольной продукции он мог употребить немного вина за обедом, и то не в самых больших количествах. Но вернемся к вопросам серьезным. В начале 1965 года Дмитрий Иванович, которому только что исполнился 31 год, блестяще защитил диссертацию и был утвержден экстраординарным профессором на кафедре технической химии Главного императорского университета. Так, за 10 лет наш герой проложил свой карьерный путь от учителя до профессора, и это окончательно разрешило все финансовые вопросы семьи Менделеевых. Такая должность гарантировала солидный заработок. Карьеру нашего героя на этом этапе можно назвать сложившейся, но не личную жизнь. Пока кипела работа над диссертацией, в жизни Дмитрия Ивановича успело произойти несколько очень важных событий. В марте 1963 года Феозова Никитична родила первую дочь, Машеньку. И Дмитрий Иванович был на 7-м небе от счастья, но недолго. Через полгода постоянно болевшая девочка умерла. Через год Менделеевы направились в австрийский санаторий, где узнали, что Физа снова в положении. И 14 января 1865 года родился абсолютно здоровый и крепкий Володя Менделеев. А чуть позже, через 3 года, и дочь Оленька. Но это мы забегаем вперед. 65-й год. Настало время подумать о фамильной резиденции. И очень скоро судьба подарила такой шанс нашему герою. Тем летом Дмитрий Иванович ехал на поезде в Москву на Всероссийскую промышленную выставку. Разговорившись со случайным попутчиком, он поделился планами о приобретении какого-нибудь скромного загородного жилья. И попутчик рассказал ему, что в Подмосковье, недалеко от города Клин, совсем недавно было выставлено на продажу поместье Баблова. И вроде как предложение заманчивое. Все дело в том, что всего 4 года назад император Александр II знаменитым манифестом провозгласил отмену крепостного права в Российской империи. И хоть там было не все так просто, многие частные усадьбы резко потеряли рентабельность и упали в цене. Такая же история случилась и с поместьем Баблова. Содержать его без подневольного крепостного труда владелец оказался не в состоянии и выставил имение на продажу за скромные 16 тысяч рублей. Конечно, можно возразить, что по тем временам это очень большая сумма, но и речь вообще-то идет о загородном поместье в Подмосковье. Представьте, сколько нулей к этой сумме приросло бы сейчас.
В общем, Менделеев заинтересовался и уже на обратном пути из Москвы сошел в Клину и отправился на осмотр имения. Это был одноэтажный барский дом, деревянный и уже довольно ветхий, а также крепкие каменные флигеля во дворе. Скромненько, но как же здесь было красиво, живописно и уютно. Ну, по крайней мере, Дмитрию Ивановичу понравилось, и он загорелся идеей приобрести поместье. Но, увы, такой суммой не располагал, и вскоре уговорил своего давнего друга, профессора Ильина, вместе выкупить усадьбу и прилагающиеся 800 гектар земли. Причем свою долю еще и в рассрочку выплачивал. Так или иначе, летом 1966 года Менделеевы въехали в барский дом, оставив Ильину каменные флигеля. Такое распределение выпало, когда джентльмены тянули жребий. Ну и в общем, с того момента Менделеевы почти каждое лето проводили в Баблово. Получилось что-то типа летней резиденции. Через несколько лет деревянный дом разобрали за ветхостью, и Дмитрий Иванович выстроил новый, каменный, с высокой крышей и бельведером с балконами, то есть с надстройкой над первым этажом. Глава семейства с книгами, приборами и инструментами поселился наверху, а семья, прислуга, няни и гости поместья размещались в 6 комнатах на первом этаже. Вскоре рядом были выстроены конюшни и скотный двор, заведено хозяйство, облагорожено поле. Здесь на протяжении нескольких лет Дмитрий Иванович занимался агрохимией, другими словами, минералогией, применяемой в сельском хозяйстве, то бишь изучением удобрений. Дело в том, что тогда в России повсеместно применялись средства, разработанные германским химиком Юстасом фон Либихом, отцом всемирной агрохимии. И все бы ничего, да вот сюрприз, почвы Западной Европы и почвы средней полосы России – это как бы сильно не одно и то же, и методики Либиха далеко не всегда работали в наших краях. Дмитрий Иванович занялся анализом разных видов почвы и способами насыщения их необходимыми для земледелия минералами. Он искал что-то отличное от старого доброго способа закидать все поле навозом и ждать чуда. И стоит отметить, что всего за пару лет добился заметного успеха. Урожайность на его полях выросла более чем в 3 раза. Местные мужики, глядя на это, озадаченно чесали затылки и сокрушались. Вот те раз, Дмитрий Иванович, скажи, а в чем секрет? Свезло, али талант какой? А Дмитрий Иванович с гордостью отвечал: господа, ну какая, извините меня, удача? В таланте заслуги больше. Иногда наш хозяин-барин, который, кстати, запретил так себя называть, отвлекался от работы и ходил с детьми в лес по грибы или прогуляться вдоль реки. Иногда затевал игру в крокет и мог увлечься настолько, что заканчивать партию приходилось уже при свете фонаря. Но, увы, при всем желании надолго оставаться в Баблово Менделеев не мог. Работа как-никак ждала его в столице. Каждую осень необходимо было возвращаться в Санкт-Петербург, и для удобства работы экстраординарным профессором там тоже пришлось похлопотать об устройстве. 24 ноября 1866 года, то есть в год покупки поместья, Дмитрию Ивановичу была выделена и казенная квартира при Петербургском университете. Обширная гостиная, зал, столовая, спальня и кабинет, детские комнаты, помещения для учителей и прислуги, кухня и кладовая. Просторное, хоть и скромно обставленное жилье. Причем для того, чтобы приходить на свои лекции, профессору даже не нужно было надевать верхнюю одежду. Квартира, как я сказал, была при университете. Именно здесь Менделеев будет работать ближайшую четверть века, и именно здесь он сделал свое главное открытие. Чай и табак. Вот настоящие слабости Дмитрия Ивановича Менделеева. Когда поутру горничная приносила в кабинет завтрак, на подносе обязательно должен был быть небольшой стакан горячего молока и огромная чашка сладкого и очень крепкого чая.
Обязательно полная до краев, ведь за работой хозяин, потеряв счет времени, мог пить и остывший чай. Из еды на завтрак либо бифштекс с макаронами, либо картошка с котлетами. Скромно, но сытно. Профессор завтракал прямо в кабинете и либо погружался в работу, не оконченную еще с ночи, либо надевал пиджак и шел читать лекции студентам. За обедом вся семья собиралась вместе. Дмитрий Иванович не любил тратить время на ожидание и приходил в столовую, когда уха или бульон уже был на столе. Он входил в помещение, целовал детей и усаживался во главе стола напротив Феозвы Никитичны. Обедали в тишине, потому что собранный весь в своих мыслях глава семьи не любил пустой болтовни, так что даже дети затихали. После второго блюда хозяин, как бы извиняясь, сообщал: «Ну, я пойду к себе», и, взяв очередную кружку с чаем, направлялся в кабинет. Чай у Менделеева был особенный и пользовался определенной славой. Он выписывал его прямо из Китая и заказывал всегда с большим запасом, сразу на несколько лет вперед. Когда упаковку из нескольких мешков доставляли в квартиру, вся семья принималась за переборку и упаковку. Физа стелила на пол скатерти, на которой высыпали содержимое мешков, после чего все дружно смешивали листочки и фасовали их в большие стеклянные бутылки. Как можно быстрее, чтобы не выдохся. Во время работы в кабинете кружка практически не исчезала из-под левой руки Дмитрия Ивановича, а каждого гостя, хоть министра, хоть студента, непременно угощали свежезаваренной кружкой. Сам профессор Менделеев никакого другого чая не признавал и в гостях никогда чужой не пил. С табаком была аналогичная ситуация. Заказывался он также на несколько лет вперед и также высшего качества. Себе Дмитрий Иванович скручивал толстенные папиросы, от которых всегда оставался прожженный коричневый след на пальцах. А каждому гостю, пришедшему по делу или с дружеским визитом, сразу же предлагал угоститься. Ну и правильно, не хватало еще, чтобы посетитель достал свои папироски, заправленные непонятно чем, и развонялся дешевым табаком на всю квартиру. Запаха чужого табака Дмитрий Иванович не выносил. Бывало, скажут ему: «Дмитрий Иванович, не бережете себя от никотина. Дескать, ученый ведь, и знаете же, какой от него вред». А Менделеев смеется и говорит: «Да врут эти ваши ученые. Я вот пропускал табачный дым через ватку с микробами, и знаете, многих из них он убивает. Вот видите, даже польза есть. Да и посмотрите на меня, я вот балуюсь папиросами, а не чувствую, чтобы поглупел или здоровье потерял». И, конечно, звучит иронично от человека, который 10 лет назад собирался помирать от туберкулеза. Ну, такая вот слабость была у Дмитрия Ивановича. Что касается внешнего вида Дмитрия Ивановича, то, вы, в общем-то, сами все видите. Изысканный уход за своей внешностью никогда не был сильной стороной Менделеева. Аккуратно подстриженная борода, элегантно уложенные волосы. Вы о чем вообще? Забудьте, есть дела поважнее. То же самое относилось и к гардеробу, всегда максимально скромному и порой немного неряшливому. Портной приходил раз в сезон и всегда слышал: «Батенька, шейте как раньше». Бывало так, что Дмитрий Иванович засидится допоздна за работой, ляжет спать прямо в одежде, а поутру, чуть встав, просто накинет на себя пиджак и, еле умывшись, бежит на лекции. Время для преподавания он всегда выбирал утреннее, чтобы после обеда вновь погрузиться в научную работу. Студенты собирались в аудитории, ожидали немного опаздывающего профессора, и вот он взлохмаченный входит в зал, спешно поднимается за трибуну и сбивчиво начинает: «Так, на чем мы давеча остановились? Ах, да!» И для студентов начинается погружение в химическую науку. Читал лекции Дмитрий Иванович напряженно, но живо. Спрашивал со студентов очень строго, но всегда справедливо. После лекции всегда уделял немного времени, чтобы посидеть в подсобке и пообщаться с коллегами или лаборантами. Делились новостями, рассказывали всякие университетские или лабораторные истории, обсуждали городские и домашние дела. Вернувшись домой к обеду, Дмитрий Иванович удалялся в свой кабинет и работал часов до 5. Потом совершал небольшую прогулку, иногда с детьми, а чтобы не бродить попусту и без дела, обязательно покупал им какие-нибудь сладости.
По возвращении домой все вместе ужинали, немного отдыхали в семейном кругу, после чего Дмитрий Иванович снова отправлялся в свой кабинет и работал там до глубокой ночи. На утро расписание повторялось, и так день за днем. И именно в такой атмосфере Дмитрий Иванович создавал работу всей своей жизни. Работу, которую он назвал главной причиной своей научной известности. Работу, которая привела его к созданию периодической таблицы химических элементов. Причины, побудившие взяться за эту работу, могут показаться довольно простыми. Дескать, когда профессор Менделеев приступил к чтению курса лекций по неорганической химии, он заметил, что студенты плохо усваивают материал. Главным образом, потому что нет нормального учебника. Не то чтобы на русском языке, а вообще никакого. И вот, разрабатывая учебник по неорганической химии, который он незамысловато назвал «Основы химии», Дмитрий Иванович и открыл периодический закон. К тому же только глухой не слышал историю о том, как Менделееву явилась эта таблица во сне и стала, можно сказать, случайным открытием, случившимся в одночасье. Забегая вперед, можно сказать, что Дмитрий Иванович и сам приложил руку к рождению этого мифа, о чем успел пожалеть еще при жизни. Но давайте по порядку. Химия на тот момент была еще довольно молодой наукой, по крайней мере, если сравнивать ее с астрономией и математикой. Ведь всего за 100 лет до рождения Менделеева еще были живы исследователи, вполне серьезно искавшие философский камень, то есть способ трансформации неблагородных металлов в золото. Другим словом, занимались той самой мистической алхимией. Но к началу 19 века, после открытия щелочных металлов, законов Фарадея, создания атомно-молекулярной теории, закона Авогадро и еще целого ряда открытий, все эти оккультные алхимические штуки довольно быстро стали маргинальными. Появились зачатки уже серьезной теории химического строения вещества, а концепция атомизма стряхивала с себя последний налет античности. С развитием оптики и фотографии, с открытием спектрального анализа, химики по всему миру открывали все новые и новые химические элементы, совершенствовали методы изучения их свойств и образованных ими соединений. И, как чаще всего бывает в науке, сначала идет сбор информации и накопление данных, а потом уже анализ и систематизация накопленной информации. И вот к середине 19 века химики наоткрывали несколько десятков самых разных элементов. И очень круто, конечно, но почти сразу же было установлено, что многие химические элементы, различные по внешним физическим свойствам, в это же самое время очень схожи в свойствах химических, а порой прямо-таки тождественны. Они были как-то связаны между собой. Во всей этой каше явно прослеживалась какая-то системность. Но какая? Что объединяет химические элементы? Первым шагом в поиске этой системности стал изоморфизм. Явление, открытое в 1820 году германским химиком Эйльхардом Митчерлихом. Это явление, при котором кристаллические формы, порождаемые элементами и ранее считавшиеся уникальными для каждого, как снежинки, на самом деле иногда могут быть очень похожими, если не сказать идентичными. То есть одинаковые или очень похожие кристаллические формы могут быть свойственны веществам далеко не одинакового состава, что явно говорило о некоторой родственности элементов, на первый взгляд никак не связанных. Уже теплее, но все еще недостаточно, чтобы выявить суть и причины сходства. Одним из определяющих шагов стало то, что у элементов научились определять вполне конкретные физические свойства, атомную массу и способность этих самых атомов связываться с другими веществами, то есть то, что мы называем валентностью. И следом появились первые попытки классификации элементов по вполне конкретным физическим свойствам. Так, например, нам известен Иоганн Дебюрейнер, придумавший способ группировки элементов в так называемые триады, то есть отдельные семейства из 3 элементов, атомные массы которых состояли в арифметической пропорции. То есть атомная масса среднего члена семейства всегда, или почти всегда, равнялась среднему арифметическому атомных масс 2 крайних элементов. Красиво?
Красиво, но это опять же не давало глобальных ответов, а лишь подтверждало наличие скрытой закономерности. Да и не для всех элементов, хотя скорее далеко не для всех, удалось подобрать семейство. Картина не строилась. Конечно, были еще примеры попыток обобщить кашу из элементов или просто запихать их в одну таблицу без всякой системы. Главное, что мы из всего этого должны понять, это то, что вопрос систематизации элементов стоял прямо-таки на повестке дня и вызывал живой интерес у химиков со всего мира. И тут к делу подключается Дмитрий Иванович Менделеев, которому хоть и не сразу, но удалось разгадать эту загадку. И вот для тех, кто считает, что это было молниеносным открытием, которое еще и внезапно явилось к нему во сне, то просто следите за руками. Дмитрий Иванович, будучи студентом, много занимался кристаллографией. Его дипломной работой был изоморфизм. Его магистерской диссертацией были удельные объемы, где он изучал физические свойства элементов. После этого разъезды по Европе и общение с мировыми химиками. Участие в первом химическом конгрессе, где утвердили основные определения, необходимые для систематизации. После этого учебник по органической химии, где он четко поднял вопрос классификации. Это не было внезапной сменой направления исследований. Дмитрий Иванович шел к этой работе всю свою карьеру. Он 15 лет погружался в тему и формировал ту базу знаний, которая вместе с его интуицией и привела его к ответу. И точно так же не стоит думать, что мировое научное сообщество представляло собой каких-то дураков, которые сами ни на что не способны и только лишь смогли что воззвать «Менделеев, приди, порядок в элементах наведи». Нет, конечно, Дмитрию Ивановичу тоже пришлось пободаться с этой проблемой и не раз пройти тропами, ведущими в тупик. В общем, первым шагом для Менделеева стал вывод, что в изоморфизме ответа ему не найти. Нужно сконцентрироваться на физических свойствах. В своих воспоминаниях он позже напишет: «Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в них два самобытных признака, более всего требующие изучения на все лады. Массу, занимающую пространство и проявляющуюся реальнее всего в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях. Поэтому невольно зарождается мысль о функциональной связи между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами. Вот я и стал подбирать, написав на отдельных карточках элементы с их атомными весами и коренными свойствами». Признаюсь честно, в первоначальной версии сценария у меня дальше было 1,5 листа рассказа о том, как после многих проб и ошибок, разложив эти карточки с элементами в горизонтальные ряды по подгруппам, Дмитрий Иванович увидел связь в возрастании атомных масс между щелочными металлами и галогенами, а позже, добавляя к этой конструкции другие подгруппы элементов, углядел системное изменение валентности между рядами. Но, наверное, лучше уж мы оставим разбор химических тонкостей химикам, которые в любом случае расскажут лучше меня, и опишем самое главное. Расположив карточки с элементами в порядке возрастания атомной массы, Дмитрий Иванович обнаружил, что элементы с похожими свойствами встречаются с определенными интервалами. Выделив более-менее равномерно повторяющиеся интервалы, наш герой пришел к удивительному выводу. Свойства элементов не просто связаны с атомной массой, но находятся в определенной периодической зависимости от нее. То есть по мере возрастания атомной массы свойства веществ, например, высшая валентность, имеют обыкновение повторяться с определенной периодичностью. И те из вас, кто знаком с периодической таблицей, уже, наверное, сломали себе мозг от такого расположения элементов. Да, в первоначальном виде таблица была вертикальной, и такой вот непривычный современному человеку вид стал первым воплощением великого открытия. Я согласен, не очень наглядно, к тому же был в этом варианте и ряд неточностей, но это лишь начало пути этой идеи. Дополнив таблицу известными на тот момент элементами, Дмитрий Иванович отпечатал эту систему на отдельном листке и в феврале 1869 года разослал питерским коллегам под заголовком «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 6 марта 1969 года на собрании Русского химического общества было зачитано сообщение о предложенной профессором Менделеевым системе элементов.
Сам Дмитрий Иванович на заседании не присутствовал, потому что был в командировке. И это, наверное, хорошо, потому что в среде коллег такая система вызвала, скажем так помягче, скепсис. Сообщение Менделеева не произвело ожидаемого им впечатления. Академики и профессора просто пожали плечами и сдержанно выразили свои сомнения. Но Дмитрий Иванович к тому моменту твердо понял, что напал на нужный след и продолжил развитие идеи. Такая реакция, да и явное несовершенство черновика сподвигли нашего героя переконструировать таблицу, основываясь на том же принципе периодичности, но в более наглядный визуальный образ. На смену вертикальной структуре пришла горизонтальная, а большой двойной ряд был разорван и скомпонован внутри общей конструкции. Но смущало расположение в таблице некоторых элементов. Малоизученные вещества были словно не на своем месте, и Дмитрий Иванович предположил, что, может быть, их атомную массу изначально определили неправильно. Менделеев приступил к корректировке этих значений, подставляя вместо общепринятых такие значения массы, чтобы это укладывалось в периодическую закономерность. Да, это выглядит как подгонка фактов под гипотезу, но, строго говоря, большой уверенности в этих самых фактах на тот момент и не было. В итоге он скорректировал значение для 11 и сменил расположение 20 элементов, и картина сложилась, но было и еще кое-что. При внимательном рассмотрении в таблице можно было обнаружить несколько пустых ячеек. Например, после алюминия должен был идти его аналог, но ничего такого науке известно не было. И Дмитрий Иванович предположил, что этот пробел представляет собой какой-то другой, ныне неизвестный четырехвалентный элемент, но свойства которого, благодаря периодической закономерности, мы можем довольно подробно предсказать. И вот это уже было очень серьезно. Ни один из предыдущих вариантов классификации не предусматривал наличие доселе неоткрытых веществ, и уж тем более эти классификации не могли предсказывать свойства этих неизвестных элементов. А тут у Менделеева таких пробелов на целый десяток набралось. Однако точно определить свойства удалось только для 3 элементов, ввиду отсутствия у остальных пробелов хорошо изученных соседей. Так Дмитрий Иванович определил свойства аналогов алюминия, кремния и бора и внес их в таблицу под предварительными именами эко-алюминий, эко-силиций и эко-бор. Приставка «эко» означает «один» или «единый», что по факту взято из санскрита. Вот так воплотилась его нелюбовь к латыни. В общем, в августе 1871 года Дмитрий Иванович публикует статью «Периодическая законность для химических элементов», где приводит тот самый вариант таблицы, ставший классическим, и где приводит первую строгую формулировку периодического закона. Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, состоят в периодической зависимости от их атомного веса. В этом же виде таблица вошла и в тот самый учебник «Основы химии», который, если вы забыли, и был первоначальной задумкой Менделеева. Вот так открытие Дмитрия Ивановича и ушло в массы. И более того, учебник не раз переиздавался и при жизни нашего профессора. Так что знающие люди пусть не удивляются наличию в моем экземпляре элементов, открытых уже после 1869 года, например, гелия. И тем удивительнее, что открытие Дмитрия Ивановича было сделано без малейшего представления о внутреннем строении атома, без собственной экспериментальной базы и многолетних проверок, что, правда, опять-таки сказалось на реакции коллег. Отечественные химики приняли периодический закон лишь как смелую гипотезу, но не более. Прозвучало мнение, что эта система применима лишь как удобное учебное пособие для студентов, а ее автору следовало бы вернуться уже к настоящей химии. Что-нибудь посмешивать, порастворять, повзрывать в конце концов. Из-за такого недоверия соотечественников Менделеев попросил друга перевести свою статью на немецкий язык и разослал знаменитым иностранным химикам, надеясь обрести поддержку у них. Но тут все оказалось еще хуже. Реакция за границей была вообще нулевой. Не ответил никто.
Мы знаем лишь такие анекдотичные примеры, как с профессором Бунзеном. В духе, когда один из студентов спросил у Бунзена его мнение о периодическом законе, тот ответил: «Ой, уйдите от меня с этими догадками. В них правильности столько же, сколько в биржевых сводках». Столкнувшись с таким игнором и скепсисом, наш профессор решил отложить эту работу и предоставить времени испытания и проверку периодического закона. И словно в воду глядел, спустя 4 года все резко изменилось. 30 сентября 1875 года в Парижской академии был зачитан доклад французского химика Поля Лекока де Буабадрана, в котором сообщалось об обнаружении им нового элементарного вещества и изучении его свойств. Это вещество было названо первооткрывателем галлий. И вот спустя месяц Менделеев читает доклады Парижской академии и видит сообщение об этом открытии. Всего доли секунды понадобились Дмитрию Ивановичу, чтобы узнать в галлии предсказанный им эко-алюминий. Менделеев тут же отправляет Буабадрану письмо, где восхищается его открытием, но отмечает некоторые неточности в его работе. А именно, первооткрывателем был неправильно охарактеризован ряд свойств галлия. Просто представьте себе ироничность ситуации. Менделеев, не державший в руках и крупицы галлия, никогда не видевший его спектра, взялся поправлять первооткрывателя, который лучше кого бы то ни было на тот момент должен был знать свойства вновь открытого элемента. И, в общем, неудивительно, что ответ Буабадрана был довольно резким. Мол, мистер Менделеев, вы ничего не попутали. Я тут первооткрыватель. Я пока что единственный, кто измерял свойства галлия. А вы мне тут говорите, что плотность неправильная. Доверьте это, пожалуйста, практикующим специалистам. Мы сами во всем разберемся. Но когда через несколько месяцев француз получил галлий в количествах, достаточных для более точных измерений, он, к своему изумлению, выясняет, что Менделеев оказался абсолютно прав, и его уточнения были верными. К чести француза стоит отметить, что он не утаил этого факта и в своей главной работе об этом открытии подтверждает точность прогнозов русского коллеги и на последних страницах отмечает, что нет необходимости настаивать на огромном значении подтверждения теоретических выводов господина Менделеева. И это стало первым громким подтверждением периодического закона. Отношение к этой, в кавычках, гипотезе тут же переменилось. Открытие галлия разлетелось на весь мир, но еще громче прозвучало первое в истории предсказание открытия химического элемента и его свойств. О Менделееве заговорили, его периодическую таблицу взяли на вооружение все передовые химики, и даже те, кто совсем недавно так пренебрежительно отзывались о ней, признали этот результат. Дальше больше. В 1879 году шведский химик Ларс Нильсон выделил еще один новый элемент, который получил название скандий. И тут Менделееву даже вмешиваться не пришлось. Нильсон сам сравнил свои данные с таблицей русского химика и обнаружил в своем скандии тот самый эко-бор. И точно так же в своей публикации воздал почести Дмитрию Ивановичу как человеку, цитата, чьи мысли позволили предвидеть существование названного вещества и наперед дать его важнейшие свойства. Еще через 7 лет, в феврале 1986 года, немецким химиком Клеменсом Винклером был обнаружен германий. И тут уже первооткрыватель не стал ждать какой-то реакции и сам написал Менделееву письмо, в котором описывает свое открытие следующими словами. Сначала я был того мнения, что этот элемент совпадает с экосурьмой из вашей замечательно проникновенно построенной периодической системы, но все указывает на то, что мы имеем дело с экосилицием. Я надеюсь вскоре сообщить вам более подробно об этом интересном веществе. Сегодня же я ограничиваюсь лишь тем, что уведомляю вас о весьма вероятном новом триумфе вашего гениального исследования и свидетельствую вам свое почтение и уважение. Таким образом, за 17 лет с момента открытия в 1869 году периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева был точнейшим образом подтвержден 3 раза. И это уже никого не могло оставить равнодушным. Конечно же, прозвучали мнения, что вообще-то это уже не в новинку, все уже было открыто давным-давно. Вон, хотя бы триады вспомните.
Но тот, кто серьезно подходил к вопросу, прекрасно понимал, что хоть в работах предшественников Менделеева и были зародыши этой идеи, нигде периодический закон не раскрывался так комплексно, как в работах Дмитрия Ивановича. И эту заслугу признал весь научный мир. Такая вот история шекспировского размаха. Да, люди, далекие от химии, могут посчитать такое открытие незначительным. С другой стороны, люди, хорошо знакомые с химической наукой, и без меня знают все эти тонкости. Моя задача была не погружать вас в детали самого закона, а скорее раскрыть обстоятельства этого открытия и проследить путь этой идеи от непризнанной гипотезы до общепринятого факта. Ну и вы сейчас спросите, так а где вся эта история про приснившуюся Менделееву периодическую таблицу? Или это лишь поздняя байка? Ну, не совсем. Легенда о том, что она явилась Дмитрию Ивановичу во сне, родилась в первую очередь благодаря его ученику и близкому другу Александру Александровичу Иностранцеву и его мемуарам. Чтобы вы поняли весь контекст этой легенды, я, с вашего позволения, приведу обширную цитату из этих мемуаров. Как-то раз я зашел к Дмитрию Ивановичу по какому-то делу и застал его в превосходном настроении духа. Он даже шутил, что было крайней редкостью. Это было вскоре после его знаменитого открытия закона периодичности элементов. И я, воспользовавшись этим благодушным настроением Дмитрия Ивановича, обратился к нему с вопросом, что натолкнуло его на знаменитое открытие. На это он сообщил, что уже давно подозревал известную связь элементов между собой и что много и долго думал об этом. В течение последних месяцев Дмитрий Иванович перепортил массу бумаги с целью отыскания в виде таблицы эту закономерность, но ничего не удавалось. В последнее время он усиленно снова занялся этим вопросом и по его рассказу был даже близок к этому, но окончательно все-таки ничего не выходило. Перед самым открытием закона Дмитрий Иванович провозился над искомой таблицей целую ночь до самого утра, и все же ничего не вышло. Он с досады бросил работу и, томимый желанием выспаться, тут же в рабочем кабинете, не раздеваясь, повалился на диван и крепко заснул. Во сне он увидел вполне ясно ту таблицу, которая позднее была напечатана. Даже во сне радость его была настолько сильна, что он сейчас же проснулся и быстро набросал эту таблицу на первом клочке бумаги, валявшемся у него на конторке. Это сообщение Дмитрия Ивановича привожу здесь, потому что вижу в нем один из превосходнейших примеров психологического воздействия усиленной работы на ум человека. Вот те раз, то есть получается все правда? По крайней мере, подлинность записи Иностранцева сомнений не вызывает, хоть она и не датирована. Да и вряд ли близкий друг решил оклеветать Дмитрия Ивановича, принизив его в заслуги. В общем, такой разговор, видимо, действительно состоялся, но есть несколько моментов, указывающих на то, что не все так просто. Во-первых, мы можем сразу отбросить версию о легком открытии, которое ни с того ни с сего вдруг явилось Менделееву во сне. Иностранцев подчеркивает, какой напряженный труд предшествовал открытию. К тому же подчеркивает психологическую природу этого озарения. Не благодать свыше, не божье знамение, именно плод упорного умственного труда. Во-вторых, вы заметили, с чего начинается этот рассказ? Дмитрий Иванович был в превосходном настроении духа и даже шутил, что для него было крайней редкостью. Лично у меня поневоле закрадывается вопрос, а может это тоже была шутка? Представьте себе ситуацию. Менделеев в хорошем настроении, сыплет шутками, а потом внезапно говорит: «Слышь, Иностранцев, прикинь, а мне моя таблица приснилась». Иностранцев такой: стоп, а вот это я, пожалуй, запишу. Простите мне эту шуточную реконструкцию. Понятно, что такое объяснение твердой уверенности нам не придает. Поэтому, в-третьих, в нашем распоряжении есть черновики Менделеева, в которых идея периодичности постепенно приобретает форму строгого закона. Там нет каких-либо рывков или сильных скачков мысли, которые бы обязательно наличествовали, если бы Дмитрия Ивановича посетило какое-то озарение во сне. Мы видим поэтапное развитие с множеством проб и ошибок, которое в конечном итоге привело его к открытию. И ключевое слово здесь – постепенно.
Ну и в-четвертых, мемуары Иностранцева – это единственное свидетельство, говорящее в пользу такого вот способа открытия. Никто и никогда об этом больше не писал. Хотя Дмитрий Иванович вскоре стал объектом пристального интереса журналистов. И вот неужели бы они не ухватились за эту легенду, которой можно было легко и просто объяснить великое открытие? Да, ходили некоторые слухи еще при жизни Менделеева, и каждый раз, когда у него кто-то об этом спрашивал, он говорил, что работал над этим открытием 15 лет. Вообще, вся эта история очень сильно похожа на легенду с яблоком Исаака Ньютона, которое упало то ли ему на голову, то ли рядом на травку, то ли вообще упало чисто гипотетически, отчего Исаак Исаакович тут же открыл закон тяготения и закрыл Аристотеля. Более того, сам Ньютон об этом иногда рассказывал своим коллегам. И тем не менее, это всего лишь легенда, а падение яблока современные исследователи считают лишь метафорическим. Да, истории удивительно похожи, и обе этих легенды выкручивают так, будто великие открытия приходят к ученым в одночасье. Не нужно утруждать себя многолетней кропотливой работой. Нужно просто правильно заснуть или сесть под нужным деревом. Легко ведь. Куда сложнее объяснять все эти химические тонкости и сложный путь, который преодолел Дмитрий Иванович, прежде чем прогреметь своим открытием на весь мир. Конечно, история запомнила Дмитрия Менделеева в первую очередь как химика. Но, знаете, будет нечестно по отношению к нашему герою, если я расскажу вам только о его химических изысканиях. Ведь среди десятков и сотен его публикаций научные работы по химии не составляют и 1/5 часть. Охват тем его работ поражает воображение, и поневоле закрадывается вопрос, а как все это могло соединиться в одном человеке? Таким Дмитрий Иванович был в молодости, таким оставался и всю свою жизнь. Но на самом деле видимая разобщенность тем при более подробном рассмотрении проявляет тонкую нить, которая тесно связывает большинство его работ. Это не просто разобщенные попытки нырнуть в каждую попавшуюся тему. Это общая система знаний и картина мира, пристававшая взору профессора Менделеева. Если мы повнимательнее изучим круг интересов Дмитрия Ивановича, то сможем обнаружить, что почти все в нем взаимосвязано. Одно вытекает из другого и само для себя является причиной интереса. Так, например, пока наш профессор ожидал первых подтверждений своего периодического закона, еще до сообщения об открытии галлия, Дмитрий Иванович плотно заинтересовался вопросом упругости газов. Он оборудовал лабораторию прямо в университетской квартире, а на вопросы, не мешают ли эти дела жене Фиозве, он отвечал, мол, она в отъезде. Проводя эксперименты дома, Менделеев заинтересовался различными состояниями газов, как тогда говорили, реальных и идеальных. Он изучал поведение газообразных веществ при разной температуре, измерял их давление и плотность, и в итоге вывел уравнение состояния идеального газа, известное также как уравнение Менделеева-Клапейрона. Но во всем этом вопросе его заинтересовал и еще один момент. Поведение сильно разреженных газов натолкнуло его на размышления о самой животрепещущей теме науки того времени. Дмитрий Иванович заинтересовался проблемой мирового эфира. К тому времени уже больше 150 лет конкурировали теории происхождения света, разработанные Исааком Ньютоном и Христианом Гюйгенсом. Да-да, тот самый корпускулярно-волновой дуализм. Исаак Исаакович считал, что свет – это частицы, корпускулы, которые перемещаются в пустом мировом пространстве. Гюйгенс же полагал, что свет – это волна, распространяющаяся в особой среде, заполняющей все мировое пространство. И эта самая среда, получив название «световой эфир», оказалась в центре внимания ученых середины XIX века.
Сейчас мы можем опустить эпичные баталии корпускуляторов и волнодумцев. Ведь в нашем случае главное сейчас это исследование Менделеева. Экспериментируя с понижением давления, Дмитрий Иванович подошел к тому, что газ вместо обретения того самого идеального состояния должен был утратить свою упругость и просто прекратить расширяться. Это состояние газообразного вещества он расценил как переход к световому эфиру, наполнявшему межпланетное пространство. Он посчитал, что нашел ту самую грань, где земная атмосфера переходит в межпланетный эфир. Позже он напишет: если мы представим себе, что газы способны разряжаться лишь до определенного предела, достигнув которого мало менять свой объем с уменьшением давления, то станет понятным переход атмосферы в верхних ее пределах в однообразную эфирную среду. В этой области сильно разреженных газов наше представление ничтожно, а их восполнение обещает многое уяснить в природе. К трем состояниям вещества, твердому, жидкому и газообразному, быть может, должно прибавить еще и четвертое, эфирное, подразумевая под ним вещество в крайне возможном для него разрежении. То есть эфир представлялся Менделееву не как абстрактное вещество, наполняющее Вселенную, но как сильно разреженный газ, состояние которого ученым еще предстоит постигнуть. Позже, на склоне лет, Дмитрий Иванович напишет статью «Попытка химического понимания мирового эфира», где уже немного конкретизировал свои соображения. Он описал свойства двух инертных газов, предшествующих водороду в периодической таблице, то есть имеющих атомную массу меньше одного. Первым из этих газов был так называемый короний, спектральную линию которого якобы увидели в солнечной короне, и по представлению Менделеева он должен был иметь массу 0,4. А вот вторым газом, обозначенным буквой X, должен был стать элемент с атомной массой в миллионные доли от водородной, который Дмитрий Иванович гордо назвал ньютоний. И вот этот самый ньютоний – это и есть мировой эфир. Он даже выделил для них специальную нулевую группу в периодической таблице. Но, как позже выяснилось, никакого корония не существует. А его спектральная линия – это так называемая запрещенная линия 13-кратно ионизированного железа. А когда исследователи смогли заглянуть внутрь атома, то убедились, что никаких элементов легче водорода быть и не может. Один протон, один электрон. Куда уж легче-то. Так что идея ньютония вместе со всей концепцией мирового эфира ушла на полку. Но этих исследований Дмитрий Иванович уже не увидел. И я надеюсь, вы не собрались клеймить Менделеева позорным званием мракобеса. Это сейчас эфирщиков относят к лжеученым, но тогда эта концепция еще не была маргинальной, и все на полном серьезе искали ей подтверждения. Однако все эти рассуждения об эфире открыли перед Менделеевым сразу несколько направлений деятельности. Во-первых, если мы интересуемся верхними пределами атмосферы и способами их изучения, то неизбежно ныряем в вопрос изучения атмосферы в принципе на всех ее уровнях. И в первых рядах мы встречаем ту область знаний, которая носит имя метеорология. Обязанная своим названием древнегреческой философии, метеорология в грубейшем своем определении представляется как наука о небесных явлениях. Изучение климата и его изменений оказали в свое время влияние и на расселение народов, и на образ жизни целых цивилизаций. Конечно, спустя тысячелетия метеорология успела преобразиться из рассуждений о сезонности в глубокое изучение поведения воздушных масс и влияния атмосферных потоков на климат. Чтобы понимать и предсказывать погодные явления, необходимо было знать не только влияние Солнца, но и какая часть воздуха и с какой скоростью перемещается из одного места в другое. И если речь идет о нижних слоях атмосферы, то вот, пожалуйста, выходи на улицу и измеряй давление, влажность, температуру, состав воздуха и так далее. Но если мы говорим о верхних слоях атмосферы, то на тот момент движение воздуха в этой области было абсолютно неизвестным, да и труднодоступным для изучения. Конечно, можно подняться с кучей оборудования в горы, произвести замеры на высотах, 3-4 тысячи метров. Но сами понимаете, насколько рискованная такая экспедиция, да и не такие уж это верхние слои.
И угадайте, какой областью заинтересовался Менделеев. Правильно, верхними слоями атмосферы. Ведь во время исследования сильно разреженных газов он понял, что все обнаруженные им аномалии и отклонения от предсказанных значений смогут найти объяснение именно в верхних слоях атмосферы. Там, где воздух с высотой разряжается все сильнее и сильнее, пока в конечном итоге не переходит якобы в состояние эфира. Но как добраться до этой области? Вариант с восхождением на гору, как мы поняли, был для Менделеева лишь полумерой. Дмитрий Иванович всерьез заинтересовался воздухоплаванием. К тому моменту покорение воздушных рубежей уже не было чем-то фантастичным. Почти за 100 лет до этих работ Менделеева французские изобретатели, братья Монгольфье, запустили первый в истории тепловой аэростат, который поднялся на высоту 2000 метров. В России же пионером воздухоплавания считается академик Яков Дмитриевич Захаров, который вместе с бельгийским физиком Этьеном Робертом 30 июня 1804 года поднялся на воздушном шаре над Петербургом на высоту 2500 метров. Причем это был полет не просто развлечения или достигаторства ради, это был первый, можно сказать, научный полет. Люлька аэростата была доверху утыкана научными приборами, фиксировавшими изменение температуры, давления, явление электризации, влияние высоты и ее перепадов на организм. Даже измерения магнитного поля проводились. Но, отдавая должное подвигу Захарова, Дмитрий Иванович констатировал, что всего этого было недостаточно для того обобщения, которое внесло бы порядок и ясность в учение о погоде. Не хватало для этого и куда более многочисленных данных, полученных в ходе полетов британца Джона Глейшера в 50-х и 60-х годах того же века. Профессор Менделеев решил совершить собственный полет с блэкджеком и барометрами, и на этот раз собрать как можно больше данных, необходимых для этого самого обобщения. Проект был амбициозный, и смелости Дмитрию Ивановичу, конечно, не занимать. Но вот с бюджетом этого предприятия все было куда менее радужно. Ни университет, ни само министерство выделять такие средства то ли не захотели, то ли не смогли. Так что Дмитрий Иванович решил собирать деньги самостоятельно, откладывая на это предприятие вырученные с продажи своих книг средства. Но, к сожалению, необходимой суммы не набралось, и эпическое приключение на воздушном шаре пришлось отложить на несколько лет. Интересно, что одна из книг, с доходов от которой Дмитрий Иванович откладывал деньги, была посвящена совершенно неожиданной теме, казалось бы, максимально далекой от науки, несмотря на то, что мы только что рассуждали об эфире. И опять же, это косвенно с ним связано. Эта книга называется «Материалы для суждения о спиритизме». Да, вы не ослышались о спиритизме. И не надейтесь на другой контекст этого понятия ввиду другой эпохи. Речь идет о том самом спиритизме, в котором загадочные медиумы призывают к общению души умерших, которые, в свою очередь, дают ответы на извечные вопросы. И Дмитрий Иванович оказался втянут в это по самые уши. Хотя, ладно, немножечко лукавлю, с удовольствием ворвался в эту движуху. Но, казалось бы, Российская империя конца XIX века. Какой к черту спиритизм? Это же целиком и полностью западное суеверие, абсолютно чуждое русской культуре. Вроде бы. На самом деле нет. Империя в то время переживала настоящий расцвет мистических течений. И на эту тему нам всем есть что послушать. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей из подкаста «Закат империи», и это короткий выпуск про эзотерику в России во второй половине XIX века, специально и эксклюзивно для канала DS Astra. То время, то есть как раз когда жил и работал Дмитрий Менделеев,
это расцвет просто мистики, эзотерики, оккультизма на любой вкус. Есть христианские сектанты для крестьян и горожан. Есть гипнотизеры и спиритуалисты для среднего класса. Есть мистики и оккультисты для богемы. Ну, о чем говорить, если даже у императора Николая II был личный советник по духовным вопросам. Я имею в виду Григория Распутина. Это, конечно, просто удивительный факт. Придворный, так сказать, гипнотизер. При предыдущих императорах такого просто представить себе было невозможно. Популярность эзотерики растет с каждым годом. В Москву и Петербург и в другие города приезжают гастролеры, от индийских йогов и исламских мистиков до гипнотизеров из Европы. Лев Толстой, главный мировой писатель, переводит Дао Дэ Цзин и сам пишет трактаты о христианстве. И, кстати говоря, не у него одного есть последователи в Европе. Российская мистика идет на экспорт. Российские оккультисты имеют множество последователей за границей. Блаватская, Гурджиев. В общем, Россия в начале века может гордиться не только культурным влиянием на Европу, Чеховым, Малевичем, балетами Дягилева, а еще и эзотерическими звездами. Да, но давайте по порядку и пойдем снизу наверх, от крестьян до императора. В России в то время существует огромное количество сект, религиозных и околорелигиозных направлений. С одной стороны, эти сектанты дискриминируются государством, но с другой стороны, чувствуют себя достаточно свободно. Почему? Потому что в России есть как минимум старообрядцы, и с ними боролись веками и уже махнули давно рукой на них. У староверов, в свою очередь, нет никакой централизованной церкви. Ну, точнее, есть, но этих церквей много. И вот, да, если разрешают одних не совсем правильных христиан, то, получается, и других сложно запретить, даже если эти другие совсем не старообрядцы. И вот в России в то время существует просто огромное количество совершенно разнообразных и удивительных направлений. Бегуны или странники, часть из которых отвергала государство, деньги, паспорта и жила все время в дороге. Скопцы — это люди, которые отрезали мужчинам гениталии. Дырники, которые молятся сквозь щель или окно в стене. Хлысты, на самом деле, которые называются христы. У этих хлыстов есть такие экстатические родения, когда члены общества танцуют, входят в транс. В общем, всего не перечислить. И по большей части их не слишком преследуют. Хотя, конечно, иногда прижимают. Вот, например, в конце 19 века была громкая история с духоборами. Это такое направление, которое откололось от православия и похоже, в принципе, на какую-нибудь протестантскую церковь. У этих духоборов есть своя священная книга, они в церковь не ходят, священников отвергают, некоторые были вегетарианцами. А может, даже и пифагорейцами? Дим, не перебивай, пожалуйста. Да, про духоборов. Значит, один из основных принципов у них еще не насилие. И это привело к проблемам, потому что они массово начали отказываться от военной службы. В ответ на это правительство послало к духоборам казаков, те избили духоборов, разграбили их дома, часть арестовали, изнасиловали. Поднялся скандал на весь мир. Лев Толстой встал на защиту духоборов. По его призыву всем миром собрали им денег и арендовали корабли, чтобы перевести их всех в Канаду. И там потомки духоборов живут до сих пор. Окей, перейдем теперь к образованным горожанам. Одно из самых популярных мистических развлечений — это спиритические сеансы, когда спирит выходит на связь с духом, и дух через него отвечает на вопросы присутствующих. И это, пожалуй, самая популярная, модная и доступная тогда практика. К концу века 19-го спиритизмом занимаются даже гимназисты и гимназистки. Но чем дальше, тем более экзотические течения набирают популярность. Например, восточные учения, буддизм, даосизм, суфизм. Ну и, конечно, выходит множество специализированных журналов. Самый тиражный и старый в России — это журнал «Ребус». Сначала в журнале издавали, собственно, ребусы и кроссворды, но затем издатели заметили интерес публики. И «Ребус» стал изданием российских спиритуалистов. Ну и вообще, любой мистики. Он был таким общеэзотерическим изданием, публиковал все подряд. И к концу 19 века даже, наверное, устарел немного. Над ним Чехов, скажем, издевался в своих рассказах. Но он был не один, этот журнал. Были журналы «Изида», это издание ордена мартинистов. Это, между прочим, очень популярный орден. С главой этого ордена даже встречался Николай II. И, по слухам, глава этого ордена проводил царю сеанс встречи с умершим отцом. Злые языки говорили, что это потому, что, дескать, Николай II сам не очень справляется с управлением государства и, типа, хочет совета от папы. В общем, был еще журнал «Спиритуалист». Понятно про что, про спиритические сеансы. И так далее, и так далее. Просто десятки наименований. И, естественно, в этих журналах публикуется и реклама разных чудодейственных средств,
книг, а также мероприятий. Типа вот приезжает известный чешский медиум Ян Гузик, сеансы в Москве и Петербурге, спешите брать билеты. И в том числе есть направления, которые занимаются мистикой, как бы это сказать, типа с научной точки зрения. Ну, например, Елена Блаватская создала свое учение, популярное до сих пор само по себе и повлиявшее вообще на всю европейскую мистику. Ее учение называется теософия. Тео — это бог, а София — это мудрость. То есть это типа такой синтез, с одной стороны, восточных учений, где есть перерождение душ, разные высшие силы, существующие в тонких мирах, а с другой стороны, это классическая такая европейская философия и познание природы человека. Наследником Блаватской в Германии был, например, Рудольф Штайнер, тоже сверхпопулярный в России. Если вы, например, слышали когда-нибудь про вальдорфские школы, это как раз он, Штайнер. Но больше всего эти учения были популярны, конечно, в среде богемы. Для поэтов, художников, музыкантов вот эта вся мистика, эзотерика — это реальность, в которой они живут. И все это, конечно, еще и приправлено различными веществами. Вы поняли. Поэт Валерий Брюсов, например, занимается магией и алхимией совершенно всерьез и чуть позже садится на морфий еще. Поэт Андрей Белый в какой-то момент просто бросает стихи и уезжает в Швейцарию строить храм антропософии и медитировать. На собраниях у Вячеслава Иванова, у поэта, читают Штайнера и поклоняются Дионису. То есть не в смысле пьют вино, хотя, да, вино они тоже пьют, а прям в прямом смысле. Троица, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов организуют религиозно-философское общество целое и с поддержкой государства и Русской Православной Церкви проводят целые собрания с дебатами и лекциями. Потому что мистическое православие тоже, конечно, на топе. Долгое время Русская Православная Церковь воспринималась как такой государственный институт, как просто министерство по делам веры. И поэтому в образованной среде потерял всякий авторитет. Но вот во второй половине XIX века появляется такой феномен старчества. Сначала в Оптиной пустыне, а затем и в других монастырях. Старцы — это такие мудрые старики, которые помогают людям. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» очень хорошо показан этот типаж в виде старца Зосимы. Так вот, популярность Распутина, если уж о нем тоже вспоминать, связано в том числе и с феноменом старчества. Он именно так вот, как старец, и воспринимался изначально. И это вполне приемлемо в самом высоком обществе. Тут еще, конечно, надо добавить, что царица Александра Федоровна была очень склонна к мистике сама по себе. Самая драматичная история, связанная с ней, касается даже не Распутина. Она произошла раньше, когда императрица доверилась французскому гипнотизеру Низье Филиппу. Этот гипнотизер должен был обеспечить рождение мальчика. В смысле, с помощью высших сил, я имею в виду. Закончилось это все плачевно, но я это все рассказываю к тому, что Распутин появился в царской семье не с бухты-барахты. Во-первых, мистика эзотерика в то время совершенно нормально, а во-вторых, и сам Распутин при царской семье далеко не первый мистик. Смотрите сериал «Закат империи», там как раз в предпоследней серии я рассказывал, как Распутин попал во дворец и как стал причиной отдаления Николая II от церкви, родственников, общества и правительства. Пока. Спасибо большое. Это был мой друг Андрей Аксенов, автор подкаста «Закат империи», которую я сам уже давно с удовольствием слушаю и вам рекомендую. В общем, увлечение мистикой, как мы видим, в то время было для Российской империи не какой-то чуждой диковинкой. В бытность Менделеева профессором спиритические сеансы стали предметом горячих споров. Мол, это не какое-то там мракобесие, а настоящая наука, мост между физическими и психическими явлениями. В один момент это дошло до того, что и среди ученых, профессоров и академиков начали появляться сторонники мистических методик. Люди, имевшие заслуги перед наукой, обладавшие громким именем в ученых кругах, с головой ныряли в спиритические практики. Ведь, согласитесь, зачем ломать голову над тем, что же там понаписал в своих заметках сэр Исаак Ньютон, если можно просто призвать его дух и тупо спросить. Да, писать сценарий о жизни ученых мне тогда было бы намного проще. Но если серьезно, то вы сейчас наверняка меня спросите, а при чем тут, собственно, Менделеев? Неужели он тоже занимался призывом душ умерших, попытками общения с ними и установления научности этих практик? И да, и нет. Дмитрий Иванович действительно искал научного подтверждения в спиритических практиках, но не с целью подтвердить их правдивость, а совсем наоборот – разоблачить. Эдакая премия Гарри Гудини или ученые против мифов своего времени.
Но как он вообще пришел от химических исследований и поиска эфира к научным экспериментам с экстрасенсами? Все очень просто. Два его товарища, профессор химии Александр Бутлеров и зоолог Николай Вагнер, очень плотно так увлеклись спиритизмом под влиянием одного из пропагандистов мистики Александра Аксакова, представителя известной фамилии. Оба профессора начали на полном серьезе печатать статьи о спиритизме в газетах и литературных журналах. Это и привлекло внимание Менделеева. Изначально интерес у него вызвало то, что медиумы-экстрасенсы, выдавая свою деятельность за чистую науку, активно спекулировали на терминах научного сообщества, в особенности на этом загадочном мировом эфире. По их словам, когда человек умирает, он оставляет некую частицу самого себя в виде эфирной сущности, своего рода отпечаток на мировом эфире. И при наличии определенных способностей медиум может установить контакт с этой сущностью, и дальше уж как повезет. Либо все ограничится тряской или движением стола, как тогда говорили, столоверчением, либо потусторонний дух вступит в прямой диалог. И, конечно же, такая возможность контакта с эфирным миром не могла пройти мимо внимания нашего героя. Но слишком уж абстрактно выглядели все эти разговоры о бессмертных душах. И Дмитрий Иванович решил, что хорошо бы провести научный эксперимент. Взять какого-нибудь именитого медиума, и пусть он покажет это самое взаимодействие с духами. Но покажет не пьяной и доверчивой публике в гостином дворе, а ученым, которые смогут все измерить и зафиксировать акт общения. К тому же, если окажется, что это все мошенничество, в чем Менделеев был уверен, то своих друзей Бутлерова и Вагнера нужно как можно скорее спасать от этого увлечения. Я думаю, любой из вас, кто пытался отвадить друзей или родственников от какого-то мракобесия, прекрасно поймет логику и мотивацию Дмитрия Ивановича. Ну так вот, по настоянию профессора Менделеева в 1975 году Русским физическим обществом была сформирована комиссия для рассмотрения медиумических явлений, которую возглавил сам Дмитрий Иванович. Также в нее входили Аксаков, Бутлеров, Вагнер и, что примечательно, писатель Федор Достоевский. Местом собрания комиссии выбрали университетскую квартиру Менделеева. А на вопросы коллег, не помешаем ли мы Феозве Никитишне и детям, Дмитрий Иванович отмахивался, мол, они в отъезде. Аксаков взялся за свой счет привести каких-нибудь знаменитых экстрасенсов и через полгода притащил из Англии молодых братьев Петти, известных своей способностью из ничего материализовывать жидкость и, находясь в запертой клетке, вызывать звон далеко подвешенного колокольчика. Правда, не совсем понятно, в чем тут проявляется общение с духами. Видимо, жидкость, берущаяся из ниоткуда, это эктоплазма. Короче, собралась комиссия в квартире Менделеева. Завесили окна, включили таинственную музыку, так требовали экстрасенсы, и начался эксперимент. В результате 6 проверок стало ясно, что колокольчик просто дергали за тонкую нитку, а эктоплазма — это просто слюна. Как только медиумам прикрывали повязкой рот, жидкость выделяться переставала. В общем, братья Петти были объявлены мошенниками и отправлены домой. Но как-то уж несерьезно это все. Нужен настоящий медиум, который сможет призвать души умерших и заставить их, хотя бы столоверчение устроить. И неунывающий Аксаков через год притащил, опять же, из Англии некую госпожу Кляйер, которая специализировалась как раз на этом. И первые опыты с ней привели спиритов комиссии в восторг. Столы у нее прыгали словно собачки, тряслись, вертелись и чуть ли не в магазин за хлебом бегали. Менделеев сообразил, что нужно следить за каждым ее движением. Вдруг она сама двигает стол. Не будешь же ты заглядывать даме под платье. Так что Дмитрий Иванович сконструировал особый спиритический стол. Столешница была не жестко прикручена к ножкам, а лежала на особенных подушечках, к которым были подключены манометры. Так что любое воздействие на стол, даже самое маленькое, фиксировалось очень точно. Если кто-то из участников клал свои руки на столешницу, то приборы фиксировали даже его пульс. И стоит ли удивляться, что госпожа Кляйер, увидев такое оборудование, просто отказалась участвовать в эксперименте. Мол, вы оскорбляете духов своими приборами, развернулась и ушла. На этом работа комиссии и закончилась.
Результатом этой работы стала публикация Дмитрия Ивановича под названием «Материалы для суждения о спиритизме», вышедшая в 1976 году. Общий вывод комиссии был сформулирован фразой «Спиритические явления происходят от бессознательных движений либо от сознательного обмана, а само спиритическое учение есть суеверие». Но, увы, эпической битвы экстрасенсов не получилось. Книга разошлась плохо, а выводы комиссии какого-то значительного влияния на массы не оказали. Разочарование Менделеева было тем сильнее, что доходы от продажи этой работы должны были пойти на создание аэростата, что, собственно говоря, даже было отмечено на титульном листе, но как таковых доходов не было. Однако полным провалом это назвать все же не получится, ведь Бутлеров и Вагнер таки бросили это занятие, и спустя 25 лет Дмитрий Иванович напишет в своих воспоминаниях. Результата достигли, бросили спиритизм. Не каюсь, что много хлопотал. Да и без дела профессор не сидел, ведь в это время в стране разразился экономический кризис, точнее нефтяной кризис. Пионер российской нефтяной промышленности Василий Александрович Кокарев, построивший первые нефтеперерабатывающие заводы недалеко от Баку, сокрушался, что дело это стало совсем убыточным. По какому-то непонятному стечению обстоятельств цены на нефтепродукты, главным образом на осветительный керосин, рухнули, и вообще непонятно, что теперь с этим всем делать. На помощь в решении кризиса Кокарев призвал Дмитрия Менделеева, опытного химика, который уже не раз бывал на бакинских месторождениях и в целом был знаком с ситуацией в нефтяной промышленности. И вот Дмитрий Иванович прибыл на место, все осмотрел, изучил и пришел к выводу, что главная причина убыточности – это колоссальные затраты на транспортировку. Бакинский керосин переправляли по Волге в обычных деревянных бочках на обычных теплоходах, и в результате больше половины цены керосина составляла стоимость самой бочки. Дабы сократить эти ужасные траты, Менделеев предложил построить трубопровод от Баку до Астрахани, а оттуда переправлять по Волге нефтепродукты в специальных наливных судах до Нижнего Новгорода, откуда, в свою очередь, уже будет удобно доставлять керосин в любую часть империи. То есть Дмитрий Иванович предлагал вообще избавиться от транспортировки бочками и предложил идеи, которые позже воплотились в нефтепроводах и танкерах. Конечно, не все его идеи были приняты в одночасье, но их постепенное внедрение и развитие мы видим и сейчас. Ну а что касалось внезапного обвала цен на российском рынке, то Менделеев увидел причину в американском керосине, который совсем недавно начали импортировать в Российскую империю. Нефтепродукты из Соединенных Штатов были значительно хуже по качеству, но они были намного дешевле, даже с учетом того, что их везли из-за океана. Для установления причин такой дешевизны было решено отправить профессора Менделеева и его коллегу Валерия Гемилиана в Америку, дабы они на месте разузнали производственные тонкости и составили подробный отчет. Так, кто сказал промышленный шпионаж? На самом деле поездка была вполне себе официальная, а поводом для нее стала Филадельфийская всемирная выставка 1876 года, где и должны были быть представлены образцы нефтепродуктов и передового американского оборудования. Более того, были намечены встречи с пенсильванскими нефтяными предпринимателями, которые, по идее, должны будут показать русским профессорам свои производственные площади. 11 июня 1986 года Менделеев и Гемилиан отплыли на пароходе «Лабрадор» через океан и через 10 дней вошли в Нью-Йоркскую бухту. Центр цивилизации нового мира, скажем так, не произвел большого впечатления на Дмитрия Ивановича. И чтобы не искажать смысла, давайте я просто процитирую его воспоминания. Когда мы сели в карету, чтобы добраться до гостиницы, мы были поражены невзрачностью улиц знаменитого города. Они были не широки, вымощены булыжником чрезвычайно плохо, хуже даже, чем на самых худших улицах Москвы и Петербурга.
Дома кирпичные, некрашенные, неуклюжие и грязные. На улицах грязь. Магазины и лавки напоминают не Петербург, а уездные города России. В общем, так себе первое впечатление. Русский консул проинструктировал профессоров, дал им сопроводительные письма, и те через Вашингтон направились в Филадельфию, непосредственно на саму выставку. К слову, и она тоже не особо впечатлила Менделеева богатством нефтяных экспонатов. Несколько образцов сырой нефти и смазочных масел можно было посмотреть и дома. Но вот стенд пенсильванского завода «Алладин» Дмитрия Ивановича заинтересовал. Там были представлены образцы продуктов уже переработанной нефти, которые живо и энергично представлял сам директор предприятия мистер Тведле. Образованный и предприимчивый бизнесмен, который уже был наслышан о Менделееве и горел желанием показать ему свой завод. Через пару дней в сопровождении Тведли профессора отправились в Пенсильванию, где недалеко от Питтсбурга директор с радостью показал им свое предприятие и рассказал о всех тонкостях производства. И Дмитрий Иванович был поражен. Все то, что он настоятельно рекомендовал Кокореву, здесь было реализовано полностью. Американцы словно подслушали его. Перекачка сырой нефти через трубопровод, транспортировка на специальных наливных судах, перерабатывающие заводы были построены не в районе месторождений, а концентрировались уже непосредственно в местах сбыта. Но были и нововведения. Интересные механические приспособления для заполнения тары, изобретательные методы автоматизации, вплоть до заколачивания ящиков. Посещение производств в Пенсильвании показалось Дмитрию Ивановичу самым продуктивным во всей поездке. После этого Менделеев и Гемиллиан посетили еще нефтяной городок Паркер и двинулись обратно в Нью-Йорк, не упустив, кстати говоря, возможность посмотреть на потрясающее чудо природы Ниагарский водопад. Даже фотографию на память сделали. В итоге, через пару дней они отплыли из Нью-Йорка в направлении Европы и через несколько недель оказались на родине. Впечатление от поездки получилось двоякое. Американские нефтяники поразили Дмитрия Ивановича своей организованностью. С экономической точки зрения весь процесс был отлажен идеально. Минимум лишних затрат, оперативность и большая степень автоматизации производства. Множество интересных инженерных решений, прекрасно организованная логистика и, что очень важно, помощь от государства. Но вот с научной точки зрения это был вчерашний день. Совсем примитивные технологии перегонки, огромное количество сырых отходов, которые просто выливались на землю или сжигались. А ведь из этих, в кавычках, отходов можно было сделать еще очень много полезного. Как выразился Менделеев, они экономят копейки, но теряют рубли. Я обращался ко многим ученым с вопросами о научной разработке нефти и, к своему удивлению, узнал, что ни с химической, ни с геологической стороны у них нет ответов на самые первые вопросы нефтяного дела. Будто бы за первые 20 лет с момента зарождения этой отрасли научная сторона вопроса у них и не сдвинулась. Ну и на основе увиденного Дмитрий Иванович составил подробный план преобразования, изложенный в его книге «Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе». Он предлагал взять на вооружение инженерные и экономические наработки Запада и объединить это с научными познаниями и опытом российской промышленности. Так он предлагал полностью отменить акциз на нефть, сконструировать перегонные кубы непрерывного действия, превратить мазут из отбросов в сырье для производства смазочных масел и много чего еще. И в самом деле, вскоре после отмены в империи акциза цены начали выравниваться. Ввоз американского керосина полностью прекратился, а русский керосин вышел на международный рынок. К тому, что к началу 20 века на долю российской промышленности приходилось больше половины мировой нефтедобычи, немалая заслуга принадлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву. Но не стоит думать, что все в жизни нашего героя проходило без проблем, вот так гладко, словно по маслу. Были на пути Менделеева и неудачи, и несчастья, и даже конфликты, которые порой перерастали в настоящие скандалы, что, в общем-то, не мудрено с учетом его вспыльчивого характера.
Так, например, современники хорошо запомнили шумиху, которая поднялась в 1880 году вокруг избрания Дмитрия Ивановича членом-корреспондентом Императорской академии наук. Дело все в том, что в феврале того года не стало одного из патриархов русской химии, академика Николая Зинина, занимавшего кафедру прикладной химии при Академии наук. Образовалось вакантное место, на которое требовался почетный ученый, знающий толк в химической науке. И вот при выборе кандидатов уже известный нам по этой главе Александр Бутлеров выдвинул кандидатуру Менделеева, ведь кто из русских ученых может быть достойнее? Очевидно же. Но это нам с вами очевидно. А вот президенту Академии наук Федору, а точнее Фридриху Литке, занимавшему пост уже 16 лет, так не показалось. Точно так же не показалось это и его несменному секретарю Константину Веселовскому. В итоге при голосовании за утверждение Менделеева академиком голоса распределились следующим образом. 9 за, против 10. Причем решающим стал голос Литке, который на правах президента имел 2 голоса. И казалось бы, не приняли и не приняли, чего бухтеть-то? Но разразился огромный скандал, который очень быстро вышел на всеобщее обозрение. А причиной скандала стало обнародование имен голосовавших против Менделеева. Вот послушайте, Литке и Веселовский – это понятно. Но дальше. Максимович, Гадолин, Гельмирсен, Вильд, Шренк, Штраух, Шмидт, то есть по большей части немецкие фамилии. И тут же подняли старую историю, тянувшуюся со времен Ломоносова, мол, немецкая партия крепко засела в Академии наук и не пускает туда русских ученых. И без того деликатную ситуацию усугубило и то, что в противовес кандидатуре Менделеева был выдвинут Федор, а точнее опять же Фридрих Бильштейн. Масло в огонь подлили и несколько академиков немецкого происхождения. Мол, скажите, а где это написано, что академия именно русская? Она императорская, а значит никто и не обязан принимать туда только русских ученых. Ну и понеслось. Поднялась дикая шумиха в газетах. Общественность пришла в ужасное возбуждение. Все говорили о засилии немцев в Академии наук. Был даже составлен протестный документ, который якобы должен был заставить Литке принять Менделеева в ряды академиков. Но все без толку. И Бутлеров уже миллион раз пожалел о том, что выдвинул кандидатуру Дмитрия Ивановича. Ведь на самом-то деле причина была не в национальных спорах. Все дело в том, что под руководством Литке Академия старалась отмежеваться от университетов. Мол, мы самое первое научное сословие, учрежденное самим Петром Великим. И мы, академики, стоим выше этих университетских профессоров. И уж тем более Литке и Веселовский не хотели видеть в стенах Академии эмоционального и вспыльчивого Менделеева, который наводил бы суету в кругах консервативных академиков. То есть главная причина отказа была не потому, что Менделеев был русский, а потому что он был неудобный. Бюрократу не нужен энергичный и своевольный академик. Ему нужен тихий и послушный подчиненный, который не будет вступать в конфликты с начальством. Даже сам Бутлеров, ставший невольным зачинщиком всего скандала, не раз открыто говорил: не стоит унижаться до национальных толкований конфликта. Я постоянно подчеркиваю свое уважение к немецким коллегам, и что не стоит судить по внешности или по фамилии, которая может быть чуждой русскому слуху, но близкой по духу и по стремлению к развитию русской науки. Однако народную молву уже было не остановить. Даже центральные герои этого конфликта, Менделеев и Бильштейн, которые против своей воли были поставлены в качестве соперников, ни разу не позволили себе дурного слова друг о друге. Дмитрий Иванович характеризовал своего коллегу как заслуженного и трудолюбивого ученого, которому в русской науке отведено почетное место. В свою очередь и Бильштейн говорил: в России больше нет талантов, таких же могучих, как Менделеев.
Но в итоге, вместо разговора об излишней консервативности Академии и необходимости преобразований в ней, получился очередной разговор о борьбе русской и немецкой партий. Может быть, во времена Ломоносова это и было очень острой проблемой, потому что кроме Императорской Академии Наук, в общем-то, ничего еще и не было. Но не в конце 19 века, когда ученый мог сделать себе имя, ни разу не перешагнув порог Академии. Но что характерно, сам Дмитрий Иванович вообще не участвовал в этом конфликте. Как вы могли заметить, скандал разгорелся только лишь от его громкого имени. При этом Менделеев не присутствовал ни на голосовании, где решалось его членство в рядах академиков, не ходил на мероприятия в поддержку его кандидатуры и защиты его интересов. Он максимально отстранился от этой грязной истории, ведь куда больше академических интриг его волновал кризис, который зрел уже давно, кризис в личной жизни. Возможно, в прошлой главе вы обратили внимание на постоянное отсутствие Феозовы Никитичны, жены Менделеева. Как ни зайдут друзья к Дмитрию Ивановичу, ее нет. В отъезде она, отмахивался профессор и сразу же менял тему. Невооруженным глазом были видны какие-то серьезнейшие проблемы в семье, но что именно было не так? Менделеевы состояли в браке уже 14 лет, но в первые же годы совместной жизни Феозова Никитична осознала тщетность самонадеянных попыток переделать своей любовью непростой нрав мужа. Все время Дмитрий Иванович был сосредоточен на работе, и все, что отвлекало его, сбивало хоть мысли и концентрации внимания на научной проблеме, моментально выводило его из себя. При малейшем пустяке он начинал кричать, ругаться и, хлопая дверью, уходил в свой кабинет. Феозова, вытирая слезы, ушла к себе в комнату, тихо ругаясь на мужа. И вот спустя мгновение он уже стоит перед ней на коленях и все так же, крича, просит прощения за несдержанность характера. Но стоило высохнуть слезам обиды, стоило дождаться хоть небольшого затишья, и все повторялось вновь. Снова крики, ругань, хлопанье дверьми и новые слезные извинения. С другой стороны, можно заметить и абсолютное равнодушие жены к большой работе Дмитрия Ивановича. Какой там периодический закон, какая упругость газов, ерундой какой-то непонятной занимается, вместо того, чтобы с семьей время проводить. В общем, семейная жизнь у супругов Менделеевых, мягко говоря, не ладилась. Окончательный клин между ними вбила едва не случившаяся у Дмитрия Ивановича интрижка с молодой гувернанткой, о которой узнала вся семья. Какое-то время Менделеевы еще продолжали совместную жизнь, словно ничего не случилось. Дети росли, окруженные любовью обоих родителей, но сами супруги почти не виделись и уж тем более не общались. Долго они не продержались. После очередной ссоры Феозова Никитична забрала детей и уехала в Баблово, а Дмитрию Ивановичу была предоставлена полная свобода действий с условием сохранения семьи. Делай, что хочешь, но развода не будет. Профессор Менделеев остался один в университетской квартире. Внезапно навалившееся одиночество и режущее ухо абсолютная тишина очень быстро стали для него невыносимы. И чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся пустоту, он пригласил родную сестру Екатерину Ивановну Капустину пожить вместе с детьми в пустующей части квартиры. Планировка жилья была такова, что Дмитрий Иванович мог спокойно заниматься своей работой и даже не пересекаться ни с сестрой, ни с ее сыном-студентом университета, ни с ее дочерью, ученицей Академии художеств. Но как-то раз, вернувшись домой с лекции, Дмитрий Иванович услышал из дальней комнаты игру на рояле. Он постучал к сестре и поинтересовался, а кто это играет? «А это Анна Ивановна», — ответила сестра, соученица дочери по Академии художеств. Так в жизни нашего героя появилась еще одна женщина. 17-летняя белокурая Анна Ивановна Попова была дочерью казака из станицы Урюпинской и по материнской линии на четверть шведкой.
Большую часть своей жизни она провела на Дону, в городе Новочеркасск. Но природная тяга к творчеству сначала привела ее в консерваторию, где она и научилась играть на рояле, а позже в Петербургскую академию художеств, где она училась живописи вместе с племянницей Дмитрия Ивановича. За неимением собственного жилья Анна упросила сестру Менделеева пожить с ними. И когда семья Капустиных въезжала в университетскую квартиру Дмитрия Ивановича, въехала и она. И вот произошла первая встреча. Молодая художница и 40-летний профессор с мировым именем. Нежная творческая натура и горячий темперамент с пытливым умом. Очень быстро между ними завязалось общение, и Анна Ивановна своим невинным кокетством и милыми разговорами ни о чем, сама того не осознавая, по уши влюбила в себя профессора Менделеева. Она играла на рояле и беседовала с профессором о литературе. Они проводили вечера за игрой в шахматы и обсуждали живопись, в которой Дмитрий Иванович хорошо разбирался. И вот как-то раз он ей признался, что страдает от одиночества и питает к ней сильные чувства. Анна призналась, что вообще у нее в Новочеркасске есть жених, а разница в возрасте между ней и Дмитрием Ивановичем слишком уж большая. Но сама при этом дрогнула, и когда на лето ездила на юг в родные края, порвала с женихом и освободила и его, и себя от всякого рода обязательств. Сестра Дмитрия Ивановича, Екатерина, видя, как на ее глазах развивается абсолютно неуместный роман, поспешила съехать на другую квартиру. Но уже было поздно. Профессор Менделеев начал часто приходить в гости, вроде как чтобы повидать родню, но на самом деле, желая лишний раз встретиться с очаровательной художницей, перед которой уже не скрывал самых серьезных намерений. Вскоре в дело вмешался отец Анны, который примчался из Новочеркасска и строго-настрого запретил Менделееву видеться с дочерью, хотя бы временно в качестве проверки серьезности своих чувств. Но даже это не помогло. Дмитрий Иванович стал встречать Анну Ивановну после занятий у входа в Академию художеств, чему нашлось огромное количество нежелательных свидетелей. И постепенно слухи об этом романе распространились по всей Академии, а вскоре по набережной доползли и до университета. Видя всю сложность ситуации, Дмитрий Иванович пошел на хитрость. Он начал устраивать у себя в квартире вечера молодых художников, куда приглашал и довольно известных творцов в области живописи. Благо, со связями у него никаких проблем не было. Естественно, главной целью этих вечеров было привлечение внимания Анны, для которой такие встречи должны были быть интересны и полезны. Однако нарушать данное отцу слово она не хотела. И чтобы избавить от мук и себя, и пылкого профессора, решила отправиться в Италию, в Рим, для обучения живописи. Но стало только хуже. Разлука для Менделеева обернулась невыносимой болью, которая со временем переросла в настоящую депрессию в худшем ее проявлении. Но тут уже вмешались близкие друзья Менделеева, для которых эта ситуация не была секретом. Старый друг семьи профессор Бекетов и уже знакомый нам Александр Иностранцев видели, как буквально на глазах чахнет еще совсем недавно столь живой и пылкий товарищ. Сначала они попытались образумить его, мол, не стоит так убиваться из-за девки-то. Но Менделеев просто дал им почитать написанные, но не отправленные Анне письма, и друзья поняли, что это не какое-то легкомысленное увлечение, все очень и очень серьезно. Было решено, что Бекетов должен срочным образом отправляться в Баблово и на правах друга семьи во что бы то ни стало добиться от Феозвы Никитичны согласия на развод. В некоторых биографиях можно прочитать, что она встала в позу и, поставив целую кучу условий, отжала у Менделеева все, что только можно. 100% его университетской зарплаты в качестве алиментов, право на владение поместьем в Баблово, оплату отдельной квартиры в Петербурге. Но на самом деле Дмитрий Иванович сам все это давно предлагал. Да и что касается содержания его детей, никогда не жадничал. Так что подобные провокационные речевые обороты будут уж слишком большим преувеличением. Но так или иначе, именно на таких условиях было заключено соглашение о расторжении брака.
Инициировав развод, Дмитрий Иванович рванул в Рим к Анне Ивановне, которая и сама к тому моменту осознала силу своих чувств, и на предложение руки и сердца, теперь уже законное, ответила «да». Влюбленные оставили Рим и отправились в путешествие по Европе. Южная Италия, Испания, Париж. Вернувшись в Российскую империю, сначала путешествовали по Волге, а вскоре заселились в университетскую квартиру, где 29 декабря 1981 года родилась их первая дочь Люба. Однако вопрос с разводом затягивался, и лишь в начале 1882 года Петербургская епархия наконец вынесла окончательное решение о расторжении первого брака. Но вот тут внезапно образовалась проблема. Ввиду того, что виновником развода был признан Дмитрий Иванович, консистория наложила на него эпитемью – запрещение вступать в брак в течение ближайших 7 лет. И это очень сильно осложнило ситуацию. Дмитрий и Анна теперь не могли обвенчаться, а маленькая Люба рисковала стать незаконно рожденным ребенком. Но, как оказалось, если найти нужного священника и правильно его замотивировать, то обойти церковный запрет можно. В итоге святой отец при адмиралтействе за скромные 10 тысяч рублей согласился в обход эпитемьи обвенчать влюбленных. И 22 апреля 1982 года состоялась свадьба. Стоит ли говорить, что предприимчивый священник был на следующий же день лишен сана, но сумму в 10 тысяч рублей он счел достаточной компенсацией этой маленькой неприятности. Так и разрешилась эта история со вторым браком Дмитрия Ивановича Менделеева. Ух, ну и страсти, скажу я вам. Однако, если у вас уже чешутся руки высказать мнение об этичности произошедшего, то я хочу вас остановить. Давайте мы не будем надевать белое пальто и осуждать кого-либо из действующих лиц. История сложилась так, как сложилась. Ведь это живые люди со своими чувствами. Никто из них не гнался за званием самого благородного человека во Вселенной. Конечно, при желании можно каждого из них в чем-то обвинить. Фиозву в равнодушии к мужу или за попытки переиначить уже взрослого и сложившегося характером мужика. Анну в том, что соблазнила профессора и вертела им как хотела. Ну и, конечно, нашего героя за то, что бегал за юбками, еще будучи женатым человеком. Но сердцу не прикажешь, и не нам с вами их судить. Пока происходили эти изменения в личной жизни Менделеева, в Российской империи происходили изменения государственного масштаба. В тот самый момент, когда Дмитрий Иванович спешил к Анне в Рим, 1 марта 1981 года в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала террористы-народовольцы подорвали царскую карету самодельными метательными бомбами. В результате нападения 3 человека погибли, а Александр II был тяжело ранен, едва его доставили в Зимний дворец, как его величество государь-император скончался. О реакции Дмитрия Ивановича на это преступление мы ничего не знаем. Не сохранилось даже каких-то заметок. Он продолжал изучение нефтяного дела, преподавал в университете, общался с друзьями и коллегами. Но эта глобальная перезагрузка случилась не только вокруг, но и в самом Менделееве. Пробудились старые интересы и направления работы, которые он успел отложить в долгий ящик. В частности, метеорология и воздухоплавание снова нежданно-негаданно ворвались в его жизнь. Как мы помним, в 70-х годах его планы сконструировать аэростат и совершить полет успехом не увенчались. Книги, продажи которых должны были обеспечить предприятие деньгами, остались нераскупленными. Но все изменилось в 1887 году. 7 августа того года жители Московской губернии ожидали увидеть редкое для этих краев полное солнечное затмение. И ученые, и просто горожане с большим интересом ждали события, которое в последний раз из Москвы было видно аж в 1476 году. Само собой, такое не ускользнуло и от внимания Менделеева, благо Бабловское поместье как раз должно было оказаться в полосе полного затмения, и Дмитрий Иванович созывал коллег на наблюдение к себе домой.
Но буквально за 8 дней до затмения Менделееву приходит телеграмма от Русского технического общества с предложением наблюдать затмение не с Земли, а вместе с изобретателем Степаном Джевецким подняться на аэростате над облаками и провести наблюдение с высоты. Дмитрий Иванович был известен своим интересом к воздухоплаванию, и вопрос его кандидатуры, в общем-то, и вопросом не был. Но и стоит ли говорить, что он бросил идею о наблюдении в компании коллег в Баблово и охотно согласился на эту авантюру. Воздушный шар технического общества планировалось заполнить светильным газом и запустить с территории Твери. Но Менделеев предложил подключить военное министерство и использовать военный аэростат, заполненный водородом, мол, так безопаснее. А запускать его стоит не из Твери, а с территории Клина, то есть недалеко от Баблова. Военное министерство, в распоряжении которого были водородные аэростаты, вняв аргументам Менделеева, пошло навстречу. Ведь это был хороший опыт оперативной транспортировки воздушного шара на дальние расстояния и полной подготовки к полету в сжатые сроки. Кто знает, когда еще это может пригодиться. В общем, министерство выделило команду, шар, и уже 4 августа груз начал прибывать в Клин. В полете должны были участвовать трое: военный аэронавт Кованько, изобретатель Джевецкий и непосредственно сам Менделеев. Но Джевецкий все же решил придерживаться своего изначального плана и направился в Тверь, так что из Клина должны были взлетать двое. И вот наступил момент истины. Затмение должно было состояться рано утром 7 августа, но еще с ночи небо было плотно затянуто тучами и моросил легкий дождик. Не самая благоприятная погода для полета, зато оправдывались все усилия по подготовке наблюдений в воздухе. И вот под утро в поле вокруг шара собралась огромная толпа. Журналисты, художники, простой народ – все собрались поглядеть на это восхождение. И едва Дмитрий Иванович подошел к воздушному шару, как в толпе раздались аплодисменты и приветственные крики. Менделеев забрался в корзину, где его уже ждал суетливый Ковалько. И вот, все готово. Затмение вот-вот начнется, но шар все не взлетает. Двое в корзине о чем-то горячо спорят, а время идет. Из гула толпы доносятся голоса, мол, намокший от дождя аэростат теперь слишком тяжелый и не может начать подъем. И тут Ковалько выпрыгивает из корзины, что-то спешно объясняет Дмитрию Ивановичу и командует солдатам «Отдавай!». И в эту же секунду, под восторженные крики, шар с одним единственным пассажиром Менделеевым рванулся вверх навстречу уже темнеющему небу. Да, теперь успех всего предприятия был полностью в руках Дмитрия Ивановича. Теперь он был и пилот, и инженер, и научный сотрудник в одном лице. Началось удивительное путешествие, бросавшее вызов всем навыкам нашего героя, в котором ценой ошибки могла стать и собственная жизнь. Я не видел и не слышал, что происходило внизу. Шар в абсолютной тишине поднимался, но так медленно, что нужно было тотчас же сбросить песок. Но песок не сыпался, потому что от влаги слипся в один сплошной комок. Я поставил на дно корзины мешок с песком и принялся черпать его руками, чтобы цельными комками выбрасывать его за борт. Подъем стал возрастать. Шар вышел из облака и внезапно оказался в темноте, словно попал в густую тучу, которая перекрыла собой солнце. Дмитрий Иванович в потьмах начал искать другой мешок с песком, чтобы вычерпнуть еще, но тут он сообразил: солнце скрыто от него не облаком, а луной. Наступила полная фаза затмения. То, что я видел, можно описать в очень немногих словах. Кругом солнца я увидел светлый ореол чистого серебристого цвета. Ни желтого, ни красного, ни фиолетового цвета в короне я не увидел. Размеры короны были не одинаковы по разным радиусам. В самом широком месте толщина кольца была не больше радиуса Луны. Никаких других лучей, сияний или венчиков, которые иногда рисуют для изображения короны, мои глаза не видели. Никаких звезд я тоже не заметил. Под венчиками, полагаю, Дмитрий Иванович имел в виду протуберанцы, которые иногда видны при полном затмении. Но, видимо, в этот момент ничего крупного на Солнце не было. Что касается звезд, которые Менделеев, по идее, должен был увидеть, то, наверное, ему помешала облачность, внутри которой он все еще находился.
Несколько секунд профессор провел не в силах оторваться от столь завораживающего зрелища. Но едва он вспомнил о приборах и начал суетливо доставать их из ящика в корзине, как по солнцу сначала пробежало одно маленькое облачко, а затем светило закрыла и большая массивная туча. Так что нашему наблюдателю, уже приготовившему угломерный прибор, теперь измерять было нечего. Воспользовавшись вынужденным перерывом, Менделеев взглянул на барограф, по которому определил высоту – почти 1,5 километра. Нужно было подниматься выше, но уже через мгновение облака озарились ярким светом. Полная фаза затмения закончилась. Теперь необходимо было сконцентрироваться на дальнейшем полете, большая часть которого еще была впереди. Солнце выглянуло из-за облаков, и под прямыми лучами мокрый воздушный шар начал быстро просыхать, становиться легче и куда охотнее подниматься вверх. Вот уже высота перевалила за 2 километра, а отметка термометра сползла до 1 градуса Цельсия. Но, как это ни странно, холода Дмитрий Иванович не ощущал, солнышко пригревало. Точно так же он не ощущал и дуновений ветра, аэростат двигался вместе с воздушными потоками. Постепенно облака начали рассеиваться, открывая вид на землю. И тут до Менделеева донеслись отчетливые звуки с поверхности. Где-то мычала корова, где-то ржала лошадь, где-то кричали петухи. Впервые за все путешествие абсолютную тишину нарушили привычные земные звуки. Через полчаса шар окончательно высох и вскоре добрался до высшей точки – 3,5 километра. Пришла пора задуматься о спуске, для чего нужно было постепенно выпускать водород из аэростата, открыв соответствующий клапан. Но тут Дмитрий Иванович с ужасом заметил, что веревки, открывающие этот клапан, запутались. Управление снижением было невозможно. Выбора не было, пришлось карабкаться по стропам наверх, чтобы добраться до этого узла. Но в этот момент шар потерял равновесие и угрожающе наклонился. Несколько минут корзина была практически на боку, а наш профессор в висячем положении распутывал веревки. С осторожностью он поглядывал вниз, боясь головокружения, но вскоре все было приведено в порядок, и корзина выровнялась. Начался медленный спуск. Под корзиной проплывали деревни, пастбища и пашни, хотя нередко мелькали и леса с болотами. Через некоторое время стали различимы и человеческие голоса. Снизу кричали: «Спущайся, мы тут ухи наварили!» Дмитрий Иванович написал записку, чтобы собирали народ, сложил ее вдвое и бросил за борт. Но, к его удивлению, бумажка не падала, а лишь летела рядом с ним по ветру. Так она и сопровождала его, пока за одной деревенькой не приметил Менделеев свободную от посевов полянку, окруженную небольшим лесом. Там он и решил посадить аэростат. А народ уже бежал навстречу к шару. Дмитрий Иванович приметил в толпе крепкого крестьянина, кинул ему причальный трос и скомандовал привязать его к дереву. Через мгновение корзина мягко коснулась земли. Нужно было скорее выпустить остатки водорода из аэростата, но быстро опадающий шар подхватило порывом ветра и дернуло так, что корзина, уже стоявшая на земле, завалилась на бок. Выбравшись из нее и снова ощутив твердую почву под ногами, можно было констатировать завершение этого безумного путешествия. В общей сложности за 2,5 часа полета профессор Менделеев преодолел расстояние почти в 100 километров в северо-восточном направлении от Клина и приземлился недалеко от села Спас-Угол. Максимальная высота составила 3500 метров. И хоть эта авантюра не дала каких-то прорывных научных данных, Дмитрий Иванович добился одной из главных своих целей – показать, что ученые – это не какие-то там неуклюжие затворники не от мира сего. Ученые – это решительные, предприимчивые и, что самое важное, практичные люди, способные смело взглянуть в лицо опасности и преодолевать трудности даже в самой критической ситуации. Но в противоположность четким и понятным трудностям в небе стали неоднозначные проблемы на Земле.
Правление императора Александра III кем-то характеризуется как «золотой век России», а кем-то как эпоху зреющей революции. 80-е годы запомнились непрекращающимися студенческими волнениями, а в год полета Дмитрия Ивановича на воздушном шаре было раскрыто готовящееся покушение на царя. Среди подозреваемых был и студент Петербургского университета, которого Менделеев знал лично и который, как оказалось, изготавливал для террористов пули и бомбы. Государство на это ответило репрессиями, казнями и закручиванием гаек, что только усилило студенческое недовольство. Среди молодых парней, будущих ученых и изобретателей становилось все больше экстремистов и радикальных революционеров. И вот в преддверии очередной демонстрации Дмитрий Иванович, как и многие другие профессора, пытался унять пыл студентов, не допустить насилия, столкновений с полицией и армией. Все это грозило серьезными мерами, вплоть до закрытия университета, и профессор Менделеев, пытавшийся предотвратить катастрофу, стал посредником в переговорах между студентами и Министерством просвещения. И поначалу вроде как даже наметился некоторый прогресс. Министр признавал недопустимость кровопролития на студенческих демонстрациях, проявлял мирный и дружелюбный настрой. Однако, когда Менделеев принес петицию с требованиями студентов, министр просто вернул ее назад со словами «никто вообще не может принимать такие бумаги». Осознавая свое бессилие и невозможность как-то повлиять на ситуацию, Дмитрий Иванович с тяжелым сердцем решил оставить работу в университете. 19 марта 1890 года на глазах у студентов он вручил ректору прошение об отставке. И хоть все надеялись, что он передумает, но через 3 дня профессор Менделеев читал последнюю в своей жизни университетскую лекцию, которая закончилась напутствием: «Желаю вам постигать истину во всей ее чистоте и совершенстве самым спокойным образом». Но без работы Дмитрий Иванович не остался, и, освободившись от хлопотной профессорской должности, был на расхват. Так, например, в том же году давний приятель Менделеева по студенческим годам, а ныне министр финансов Иван Вышнеградский, обратился к нему с необычной просьбой войти в состав комиссии по разработке концепции таможенной политики государства. В состав комиссии входили крупные ученые и чиновники, так что участие в ней и общепризнанного эксперта в нефтяной промышленности Дмитрия Менделеева ни для кого сюрпризом не было. Но что примечательно, во время работы этой комиссии Дмитрий Иванович познакомился с тогда еще директором департамента железнодорожного транспорта Сергеем Юльевичем Витте, с которым у него будет связано много общих дел, ведь у Витте, как мы знаем, было большое будущее. В общем, в 1891 году комиссией была разработана и введена в оборот система заградительных пошлин на импортные товары, которая должна была стимулировать развитие отечественной промышленности. Но на этом дело не ограничилось. Еще через год Дмитрий Иванович написал большой трактат «Толковый тариф» или «Исследование о развитии промышленности в России в связи с ее общим таможенным тарифом 1991 года». В этой работе на 500 страниц Менделеев давал исторические справки о промышленности в России, объяснял причину введения пошлин, давал прогнозы на будущее и в целом считал эту работу одной из важнейших в своей жизни. Не без иронии, но он говорил: «Какой же я химик? Я политэконом. Что те основы химии? Вот толковый тариф, вот эта книга». Одновременно с этим Дмитрий Иванович работал и по заданию морского министерства разработать отечественный вариант бездымного пороха. Обычный порох из селитры, серы и угля был неприменим для крупнокалиберной артиллерии. Он просто разрывал само орудие. А вот во Франции и Англии бездымный порох уже вовсю применялся на флоте, что создавало огромный технологический разрыв с Российской империей. И вот к делу подключили Менделеева, которого в Европе знали и уважали. Он отправился в командировку в Париж, посетил тамошние пороховые лаборатории, и дальше опять начинаются шпионские байки, как он выведал секрет французского пороха и скопировал его состав. На самом же деле все было намного проще.
Авторитет Менделеева за границей был столь высок, что французы сами предоставили в его распоряжение образец своего пороха. Небольшой, всего 2 грамма, но Дмитрию Ивановичу хватило и этого. Французский бездымный порох оказался очень далек от совершенства. Главным его недостатком была неоднородность продукта. При нитровании клетчатки часть вещества превращалась в растворимый коллодий, а часть в нерастворимый пироксилин, который обладал бризантными свойствами, то есть был взрывчатым веществом с большим разрушающим эффектом, опять же неприменимым для артиллерии. Нужно было вещество не детонирующее, а просто быстро сгорающее. И Дмитрий Иванович подошел к делу не столько как военный инженер, сколько как химик. И к 1991 году ему удалось разработать способ получения нитроклетчатки однородного состава. Высушенное рыхлое вещество, полученное в результате, он назвал пироколлодий. И вот если растворить его в небольшом количестве спиртоэфирной смеси, то получится однородная желеобразная масса, которая после сушки представляет также однородную сыпучую смесь, которая охотно горит, но без детонации, что и было необходимо. При этом он разработал новый вид сушки не с помощью нагрева теплым воздухом, что, как вы понимаете, было взрывоопасным процессом. Менделеев вымачивал эту желеобразную массу в абсолютном спирте, который жадно поглощал воду и таким образом высушивал ее до конечного продукта. Так и появился на свет пироколлодийный порох Менделеева. Вскоре он выработал достаточное количество вещества для военно-полевых испытаний, и 5 июня 1893 года пироколлодий был впервые применен на практике при стрельбе из 30-сантиметровой пушки. Результат оказался блестящим. Пироколлодий продемонстрировал свою пригодность для стрельбы из любых видов орудий, от ружей и пистолетов до огромных корабельных стволов. Ну а когда научная часть вопроса была решена и стала задача заводского производства, начались проблемы. Образцы пироколлодия и соответствующая документация были переданы Охтинским пороховым заводам для разработки первой большой партии. И тут пошла бюрократия и выяснение, кто кого круче. Военным инженерам не понравилось, что гражданское лицо указывает им, как надо работать. И в своем отчете о рассмотрении пироколлодия сообщили, что вообще изыскание господина Менделеева по сути попытка нащупать то, что давно во всех деталях изучено Охтинскими пороховыми заводами. Метод сушки спиртом нашим мастерам известен уже как год, а экономические предложения Дмитрия Ивановича, конечно, занятны, но вообще-то основаны не на опыте, а на предположениях, не имеющих практической подкладки. Менделеев ответил гневным письмом в министерство, где по пунктам объяснял, что эти самые охтинские умельцы даже не поняли разницы между пироксилином и пироколлодием, а метод сушки спиртом они действительно узнали год назад, да вот только узнали они его как раз от Менделеева. Но производство уже забуксовало, и, не желая более участвовать в этих дрязгах, Дмитрий Иванович ушел с должности консультанта министерства. Характерно, что рецепт изготовления пироколлодия, который убрали в долгий ящик, вскоре таинственным образом утек в США, где был моментально запатентован младшим лейтенантом ВМФ Джоном Бернадо и получил широкое распространение. Жаль, конечно, что охтинские умельцы не додумались запатентовать давным-давно во всех деталях изученные ими вещи. Но главным направлением деятельности Дмитрия Ивановича после ухода из университета, конечно же, стала метрология. По инициативе все того же министра финансов Вышнеградского Менделееву был предложен пост руководителя депо образцовых мер и весов, учреждения, отвечавшего за разработку измерительных эталонов длины и веса. И чтобы вы понимали, насколько остро метрологический вопрос тогда стоял в империи, то просто представьте, что
Тогда в народе длину все так же измеряли в пядях, локтях и саженях, что, как вы понимаете, не совсем практично. Локти-то у всех разные. Это, в свою очередь, порождало огромное количество недосчетов, убытков и откровенных злоупотреблений и в промышленности, и в торговле. Была необходима разработка четких эталонов длины и веса, которые планировалось ввести на территории всей империи. Для этого был необходим крупный ученый, знающий толк в точных измерениях, к тому же обладающий недюжими организаторскими способностями. Так что Вышнеградский, недолго думая, предложил Менделееву возглавить депо в должности главного хранителя. И Дмитрий Иванович охотно согласился. И готовя план серьезной реформации, наш герой решил начать с самых базовых вещей. Депо образцовых мер и весов он решил преобразовать в главную палату мер и весов, а свою должность из хранителя в управляющего. Так Менделеев подчеркивал, что теперь все будет по-другому. Контора теперь представляет собой прогрессивное учреждение. Но едва он вступил в должность, как с Вышнеградским случился удар, и по состоянию здоровья он ушел в отставку. На посту министра финансов его сменил знакомый Менделееву Сергей Юльевич Витте, так что приказ о преобразовании депо в палату подписывал уже он. И стоит сказать, что Витте также оказывал всевозможное содействие работе палаты и в научную часть процесса за неимением надлежащих познаний не вмешивался, хоть прекрасно понимал, насколько важны метрологические вопросы в экономике. В то время в мире вообще не было общих систем мер. В Америке была своя, в Англии все измеряли футами. В Российской же империи в основе системы веса лежал фунт, разделенный на 96 золотников, а в основе меры длины лежала сажень, которая в свою очередь делилась на 3 аршина или 48 вершков. А вот во Франции совсем недавно была придумана новая десятичная система, в которой за единицу длины принималась 1 40-миллионная доля парижского меридиана. Какая-то странная единица измерения, получившая еще более странное название метр. И хоть сейчас это слово нам привычнее, чем любые сажени и локти, в то время у метрической системы были большие проблемы. Во-первых, несовершенство геодезических исследований довольно быстро показало, что парижский меридиан был рассчитан неверно, а значит и единица измерения длины тоже. Во-вторых, любая страна, принимавшая метрическую систему, должна была обратиться к Франции для получения эталонного образца метра. А это уже зависело от дипломатии. То есть, хочешь взять на вооружение метрическую систему? Но, дружок, будь любезен быть в хороших отношениях с Францией. Так что Дмитрий Иванович хоть и был горячим сторонником именно метрической системы, главным образом благодаря ее десятичному делению, которое, по его словам, было понятно и русскому, и янке, и арабу, и еврею. Но он понимал, что вот так взять и внедрить совершенно непривычную систему в империи не получится. Поэтому он решил начать с возобновления эталонов аршина и фунта. А это далеко не такая простая работа, как может показаться. Позолоченные эталоны, созданные при Петре I, были утеряны. Медные эталоны, сделанные за 50 лет до Менделеева, уже совсем деформировались и никакой ценности не представляли. А платиновые, сделанные совсем недавно, ввиду технических ограничений, представляли неоднородный по плотности сплав и требуемой точности не отвечали. Дмитрий Иванович решил изготовить новые и изготовить их в Англии. Черновые прототипы были готовы в 1995 году. Там же в Лондоне были обточены и отшлифованы, оставив небольшой избыток для окончательной пригонки, которую Дмитрий Иванович собирался делать уже в Петербурге. В том же году для взвешивания в Вене были приобретены сверхточные весы, а в самой палате была оборудована специальная измерительная комната. И закипела работа. А теперь просто оцените уровень замороченности процесса. Гирю клали на весы и оставляли на сутки. На следующий день приходили и снимали показания, но не только весов, но и температуры, давления, влажности воздуха. Причем в саму измерительную комнату входить было нельзя. Человек одним только своим присутствием мог нарушить температурную стабильность. Все измерения наблюдатель проводил за глухим теплоизоляционным экраном.
И в результате была достигнута небывалая точность, которую сам Дмитрий Иванович для понятности описывал так. Если бы нам в палату принесли для взвешивания 1 000 000 рублей золотом, то погрешность составила бы 1/10 долю копейки. В итоге, за 7 лет работы в главной палате были созданы 3 платиново-иридиевых эталона фунта и 3 эталона аршина. Далее начинался второй этап работы – приведение в единообразие всех мер и весов в стране. По эталонам делали перворазрядные копии, которые хранились здесь же в главной палате. По ним уже делались второразрядные копии, которые были разосланы в поверочные палаты в регионах страны. И далее заранее подготовленные самим Менделеевым метрологи уже изготавливали на месте промышленные и торговые копии, которыми пользовались в обиходе и на производствах. На рубеже 2 веков было утверждено положение о мерах и весах, составленное самим Менделеевым, связывающее всю метрологическую деятельность страны в одну единую сеть с общими правилами и принципами работы. К 1906 году в империи было учреждено 25 поверочных палат. В центральной части страны, в Сибири, в Украине, на Кавказе, в регионах Центральной Азии. Эти отделения за 5 лет поверили 12 миллионов мер и весов, забраковав 500 000 из них. Дмитрий Иванович предпринял беспрецедентные метрологические исследования, результатом которых стал трактат о колебании весов, где он рассеял огромное множество мнений, принимавшихся на веру даже великими исследователями. А здание Главной палаты мер и весов, в котором он работал, сейчас представляет собой Всероссийский институт метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Сейчас существует мнение, что заслуги Дмитрия Ивановича были гордостью исключительно Российской империи, а за границей, на Западе, не признавались или игнорировались. Запад отменял Менделеева. На самом деле, такое мнение бесконечно далеко от истины, ведь почти всю свою жизнь наш герой провел в постоянных разъездах по заграничным командировкам, и куда бы он ни направился, везде его торжественно встречали и ученые, и промышленники, и политики. Весь мир признавал великое открытие периодического закона и общий вклад Дмитрия Ивановича в развитие химии. Более того, за границей глубоко уважали и его достижения в области нефтяного дела, метрологические и экономические исследования. В 1889 году британское химическое общество пригласило Дмитрия Ивановича прочитать так называемую Фарадеевскую лекцию. По сути, это была почетная премия имени Майкла Фарадея, которая присуждается за исключительный вклад в физическую или теоретическую химию. Менделеев был ее 6-м лауреатом и первым русским химиком, удостоенным этой чести. В 1994 году Оксфордский университет присудил Менделееву степень почетного доктора права, и в этом же году то же самое сделал и Кембридж, что вообще было большой редкостью получить степень сразу в 2, можно сказать, конкурирующих университетах Британии. В 1905 году Лондонское королевское общество наградило Дмитрия Ивановича медалью Копли, старейшей и одной из самых почетных научных наград во всем мире, которую в свое время получал Исаак Ньютон и Уильям Гершель. И не думайте, одной Великобритании дело не ограничивалось. Менделеев был почетным иностранным членом Академии наук Рима, Парижа, Берлина, Вены, Кракова, Болоньи, Бельгийской академии, Американской, Прусской, Шведской, Шотландской. Был включен в состав почетных членов множества химических обществ, нефтяных, промышленных, сельскохозяйственных, медицинских и даже астрономических. Так что суждение о том, что Запад игнорировал Менделеева, абсолютно беспочвенное.
В прошлой главе я рассказывал вам, как Дмитрий Иванович поехал в Рим, чтобы сделать предложение Анне Ивановне. Так вот, Рим они покинули очень скоро, потому что влюбленные просто не могли уединиться. Менделеева постоянно узнавали на улице. В Риме. Точно такая же ситуация была и на родине. Менделеева знали все, от простого деревенского люда до императорских особ. Как-то раз один генерал просил императора Александра III дать разрешение на вторую свадьбу. И когда император отказал, генерал поспешил напомнить, дескать, Менделееву вот дали разрешение на второй брак. На что Александр ответил, мол, да, все верно, ему дали разрешение, но генералов у меня много, а Менделеев-то у меня один. Знали Дмитрия Ивановича и в провинции. Причем с простыми сельскими мужиками наш герой всегда общался на равных и не ставил себя выше них. Однажды даже решил посетить родные края, когда в 1899 году ездил в командировку в Тюмень. И когда он предстал перед жителями Тобольска, приняв хлеб и соль, низко поклонился и горячо поприветствовал земляков, среди которых нашлись и те, кто помнили его еще ребенком. Теплые воспоминания о детстве и о матери воспитали в Дмитрии Ивановиче совершенно особенное отношение к детям. От первого брака у него было 2 детей – Володя и Оля. От второго 4 – Люба, Ваня и близнецы Маша и Вася. И всех своих детей он любил безумно. Горячий и иногда не сдержанный со взрослыми, он никогда не повышал голос на детей, всегда обращался к их разумности, никогда ничего не требовал и не приказывал. И, как они сами потом писали в воспоминаниях, был добр, бесконечно добр. Он относился к детям с величайшим уважением, ведь видел в них непрерывную работу мысли, зачатки гениальности в абсолютно каждом ребенке, которая зачастую делает их поступки непонятными для взрослых. То, что многие принимали за пустяки или глупости детского воображения, он воспринимал с уважением и видел серьезность и важность детских мыслей. Как-то раз, когда у Менделеевых гостил знакомый сибиряк со своим сыном, за ужином Дмитрий Иванович по привычке сел в свое кресло во главе стола, на что мальчик тут же крикнул ему: «Сядь на стул, в кресле мой папа сядет». Казалось бы, очень неприлично и глупо так дерзить хозяину дома, и Анна Ивановна уже хотела одернуть мальчика. Но Дмитрий Иванович остановил ее жестом, пересел на стул, как того потребовал ребенок, и сказал: для него самый почетный и самый хороший человек – его отец. Это уважать надо. Конечно, постоянная занятость на службе не позволяла нашему герою все время проводить со своими детьми. Да, он не занимался мелочной опекой, часто не вникал в малозначащие тонкости, но по действительно серьезным вопросам он всегда оказывал поддержку и выражал понимание. Его сердце было открыто для них. Ярче всего это выражалось в старшем сыне Володе, который был любимцем на правах первенца. Когда Дмитрий Иванович хотел выразить, что ценит что-то особенно высоко, он говорил: «как Володю люблю». И эта любовь была взаимной. Владимир как никто понимал нашего героя и даже в самых непростых жизненных ситуациях всегда был на стороне отца. Дмитрий Иванович устроил его учиться в морской кадетский корпус, и Владимир даже после развода родителей оставался жить в квартире отца. А когда в жизни сына случилось несчастье, любимая девушка обвенчалась с другим, Дмитрий Иванович пошел на поклон в морское министерство и выхлопотал для Владимира назначение на фрегат «Память Азова», который вскоре должен был совершить длительное путешествие на Дальний Восток. Это должно было отвлечь сына от душевной травмы и открывало перед ним большое будущее. К тому же на памяти Азова должен был присутствовать и наследник престола Николай Александрович, будущий последний император. Так что и возможность обзавестись связями для сына открывалась.
Однако спустя 3 года, в 1893 году, у Владимира случился острый конфликт с будущим адмиралом, и, едва избежав трибунала, он оставил военную карьеру. Сын великого ученого посвятил себя развитию флота, но теперь уже торгового. Он получил место инспектора по мореходному образованию при Министерстве финансов, а в 1996 году женился на дочери знаменитого художника Кирилла Лемаха Варваре. Вскоре у них родился сын, которого назвали в честь деда. Так на свет появился еще один Дмитрий Менделеев, но теперь, правда, Владимирович. Но через 2 года случилось ужасное. После продолжительных поездок по морским академиям страны Владимир как-то невзначай обратил внимание на легкое недомогание, которое обернулось вирусом инфлюенции, ныне известным как грипп. Ход болезни осложнился воспалением легких, и через 10 дней, 19 декабря 1998 года, 33-летний Владимир Менделеев скончался. Но самое ужасное здесь то, что наш герой Дмитрий Иванович об этом не знал. Невестка писала ему письма о болезни и тяжелом состоянии Володи, но до отца эти письма не дошли. Их перехватила Анна Ивановна, вторая жена Менделеева, которая решила не беспокоить мужа по пустякам, мол, простудился парень, сейчас вычухается, а я почем зря Дмитрия Ивановича беспокоить не буду. Но, как оказалось, не вычухался. И вот на следующий день после смерти Володи, ничего не подозревающий Дмитрий Иванович вместе с женой прибыл в Мариинский театр на спектакль в честь научного съезда в Петербурге. Когда он в сопровождении Анны Ивановны появился в ложе, по залу прокатился шорох. Все обернулись на Менделеева и с удивленным видом перешептывались. Оказалось, что сообщение о смерти Владимира было напечатано в утренних газетах, и весь Петербург знал о смерти сына Менделеева, кроме самого Менделеева. Люди шептались, мол, как он может в такой момент находиться в театре и спокойно улыбаться. Выяснив, в чем дело, Анна Ивановна сказала мужу, что чувствует себя плохо и просит увезти ее домой. И лишь на обратном пути, в карете, Дмитрий Иванович все и узнал. Сказать, что это было для него серьезнейшим ударом, не сказать ничего. Отец был опустошен и потрясен настолько, что даже не смог присутствовать на похоронах сына. Он просто закрылся в своем кабинете, из которого несколько дней доносились безутешные рыдания. Лишь через 5 дней, хоть немного придя в себя, он решился написать невестке Варваре письмо, где слезно умолял ее отдать к нему на воспитание маленького Митю, своего внука, ну или хотя бы всем вместе переехать к нему в квартиру. Но тут в переписку вмешался отец Варвары, который в грубой форме отказал Менделееву в просьбе. Лемахи не отдали ребенка, но и не сберегли. Через год 3-летний Митя умер от аппендицита. Но в противовес этой ужасной истории с Владимиром можно привести историю с дочерью нашего героя от второго брака, Любой. Как мы помним, по соседству с усадьбой Менделеевых в Баблове жил профессор Бекетов, тот самый, который уговорил Феофилу Никитичну дать развод. Так вот, у профессора Бекетова был внук, Сашка, который со временем сдружился с молодой Любой, а чуть позже по уши в нее влюбился и позвал замуж. И все бы ничего, но этот самый Сашка – это великий русский поэт Серебряного века Александр Блок. Да, для кого-то это сюрпризом не является, но таким вот образом соединились 2 известные в русской истории фамилии. Однако, прежде чем идти под венец, Люба должна была сказать об этом своим родителям. И с мамой у нее разговор не заладился, а вот с отцом, наоборот. Дмитрий Иванович спокойно ее выслушал и спросил, на что она думает жить. Услышав ответ, он все так же спокойно рассудил, что этого вполне довольно. К тому же он может давать им по 600 рублей в год, так что никаких препятствий для этого брака он не видит. 17 августа 1903 года Любовь Менделеева и Александр Блок обвенчались в старой церкви села Тараканово Московской губернии и поселились тут же неподалеку в усадьбе в селе Шахматово. Жили они счастливо, и хоть в один момент у них возникли проблемы и даже случились измены, отношения в итоге наладились, и до конца своих дней Александр и Любовь оставались неразлучными. Спустя 105 лет, в 2008 году, на месте усадьбы Шахматова был открыт памятник этой паре.
Дмитрий Иванович очень высоко ценил своего зятя и отзывался о его творчестве как о даре. Нередко Менделеев заступался за Блока во время нападок литературных критиков-позитивистов. Мол, об искусстве нельзя рассуждать так плоско. Есть углубленные области сознания, к которым стоит относиться внимательнее. Иначе мы не поймем ничего. В свою очередь поэт отвечал глубочайшим почтением к научным заслугам своего тестя. В своих письмах к Любови Дмитриевне он писал: «Твой папа давно все знает, что бывает на свете. Во все проник, и не укрывается от него ничего. Его знание самое полное, и происходит оно от гениальности. У простых людей так не бывает. Это все познание лежит на нем очень тяжело, и когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем на свете. Ведь нет ничего отдельного или отрывчатого, все неразделимо. То, что другие говорят ему, почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех». А вот к теще, которая изначально была против брака, он относился, как бы так сказать, помягче, с открытой и ядовитой ненавистью. В 1911 году, уже после смерти Дмитрия Ивановича, в своих дневниках Блок писал: «Тема для романа. Гениальный ученый влюбился буйно в хорошенькую, но пустую шведку. Она влюбилась в его темперамент, но не любя его самого, по подлой, свойственной бабам двойственности. Чухонка, которой был доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете. Весьма невинно, впрочем. Она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна. До свадьбы влюбленная, в замужестве ненавидящая. Она пустая бабенка, хоть и не без характера. Ей не по силам ни гениальный муж, ни 4 детей, из которых каждый по-своему незауряден». Да уж, миленькая. И хоть это, конечно, некоторый перебор, да и шведка Анна Ивановна была лишь на четверть, в этих словах все же есть доля правды. По крайней мере, утверждение, что она утратила чувства после свадьбы, не лишены оснований. Второй брак Дмитрия Ивановича тоже не был счастливым. Довольно быстро отношения ввиду все того же вспыльчивого характера стали натянутыми. Анна ревновала мужа к прежней семье и с раздражением относилась к его близости с Володей, что в некотором роде и объясняет, хоть и не оправдывает, ее решение перехватить письма о болезни сына. В свою очередь Дмитрий Иванович это предательство ей не простил, и, видимо, в тот момент его сердце окончательно захлопнулось для второй жены. Вообще, что касается отношения Менделеева к женщинам, пусть и не в романтическом плане, то наш герой сильно выделяется среди своих современников. И дело тут в том, что Дмитрий Иванович не боялся доверить женщине сложную научную работу. В 1998 году в штат Палаты мер и весов была принята Ольга Эрастовна Азаровская. И ей без всякого снисхождения или надменности вот прям сразу была поручена сложная вычислительная работа. И она справилась. Вскоре в штат Палаты взяли и ее подругу, потом еще одну девушку, а потом еще и еще. И женская часть коллектива прямо-таки преобразила всю команду. Как писал Менделеев своим коллегам: «Возьмите к себе барышню в лабораторию. Это полезно для смягчения нравов. У нас заметно уж 5-й день, не ругаемся. Чище как-то стали». Когда кто-то в палате интересовался расчетами, Менделеев сразу перенаправлял, мол, это вы к барышням обращайтесь, к барышням. Они на этих расчетах собачку скушали. И это не я сейчас кривляюсь, это подмечает в своих воспоминаниях Азаровская. Мол, Дмитрий Иванович смягчал выражение, потому что собаку съели, как-то уж очень грубо для таких прекрасных созданий. Но помимо расчетов, он высоко ценил женский труд и в вопросах выверки мер и весов. Ведь, как он писал министру финансов, от поверителя требуется высочайшая аккуратность, которая как раз и свойственна женщинам. Более того, он настаивал, чтобы в поверочные палаты в регионах империи зачисляли именно лиц женского пола. Менделеев глубоко сочувствовал, как тогда говорили, женскому вопросу. Он лично знал первых русских женщин-врачей и ученых и регулярно читал лекции по химии на высших женских курсах. Но тут речь, конечно, не о здоровом феминизме или равноправии, нет. Менделеев просто считал, что некоторые виды работ больше подходят именно женщинам ввиду их врожденных навыков и талантов.
Он считал, что в некоторых областях барышни куда продуктивнее шалопаев мужиков, а в некоторых никогда не смогут сравниться с мужчинами. Но и в сочетании с резким характером это породило совершенно уникальный рабочий коллектив. Любой посетитель палаты мер и весов поражался грозному голосу Менделеева, резко общавшегося с подчиненными. Но это была лишь видимость. Вся команда понимала, что хоть Дмитрий Иванович и требователен, может нагрубить или накричать, он глубоко уважает и ценит каждого своего сотрудника. Как-то раз после завершения долгих и сложных измерений Дмитрий Иванович решил вознаградить свою команду и командировать в Париж на Всемирную выставку абсолютно весь штат палаты, включая слесаря и плотника. Витте, увидавший список из 16 человек, ахнул и тут же написал на прошении отказать. И буквально на следующий день Дмитрий Иванович явился к секретарю министра и положил на стол прошение об отставке. Либо они едут в Париж, либо не будет у вас Менделеева. И вот секретарь осторожно входит в кабинет к Витте и неуверенно так издалека начинает. «Сергей Юльевич, вот скажите, если бы дама, которую вы любите, сказала бы «Купи мне 16 рулонов цветных ленточек, или я выброшусь в окно», что бы вы сделали?» «Разумеется, купил бы». «Да, Сергей Юльевич, я тоже. Только вот эта дама, которую мы с вами оба очень любим, это Дмитрий Иванович Менделеев, и он подает в отставку, если мы не пошлем в Париж 16 его служащих». Витте рассмеялся, зачеркнул написанное вчера «отказать» и написал сверху «исполнить». Так что со стороны могло показаться, что управленческие методы Менделеева были деспотичны, но на самом деле это была настоящая семья, дружная и преданная своему наставнику. Но хоть Дмитрий Иванович был и не из робкого десятка, годы постепенно брали свое. Приближалось 70-летие, и нередко сотрудники палаты, приходя в кабинет, заставали его лежащим на диване. Немного виноватым тоном он говорил: «Вы уж простите, что я буду слушать вас лежа. Докладывайте». Постепенно коллеги заметили и ухудшение зрения, когда Дмитрий Иванович начал подписывать бумаги не там, где нужно. Как некогда у отца, так и у нашего героя развивалась катаракта, и вскоре левый глаз практически перестал видеть. В ноябре 1903-го было решено делать операцию, и главный врач Петербургской глазной клиники блестяще справился с удалением катаракты, но почти на месяц предписал Менделееву носить повязку на глазах, лишив его возможности вообще что-либо видеть. От безделья всегда активный и энергичный Дмитрий Иванович просто лез на стену. Дети, друзья и коллеги, чтобы хоть немного скрасить эти недели, по много часов читали ему вслух книги. И Озаровская в своих воспоминаниях, как бы немного извиняясь, сообщает нам, что Менделеев на дух не переносил русских классиков с их глубокими сюжетами, предпочитая им зарубежные детективные и приключенческие романы. В особенности он любил произведения Дюма. В это мгновение рыцарь поднялся, взмахнул мечом, и 6 ланскнехтов лежали распростертые на полу таверны. «Ох, вот это ловко живо реагировал Дмитрий Иванович. Не то что у нас. Убьют один раз человека и 2 тома мучений», тем самым намекая на преступление и наказание Достоевского. А тут вон на одной странице 6 убили, и никого не жалко. Про Толстого отзывы были не лучше. «Мучения, мучения, одни мучения. Я не могу, я не в состоянии это читать». То есть Менделеев не пытался сказать, что не уважает русскую литературу. Просто все эти описания душевных терзаний слишком уж тяготили его. Хотелось чего-то легкого и не грузящего. Как говорится, и своих проблем хватает. Но чем Дмитрий Иванович действительно увлекся в период своей слепоты, так это ручным трудом. С огромным старанием, только лишь на ощупь, мастерил он столики, рамки, табуретки, подшивал и переплетал кожей книги и, конечно же, занимался изготовлением чемоданов.
О да, я знаю, вы ждали этого. Знаменитая легенда об известном чемоданных дел мастере, которая вроде как правдива, но не до конца. Картонажным ремеслом Менделеев действительно интересовался, и уже давно, но в своем вынужденном отпуске окунулся в это дело с головой. С гордостью он показывал свои творения, в том числе и чемоданы Азаровской, и приговаривал: «Глядите, Ольга Эрастовна, как все правильно измерено, а ведь я ничего не вижу-с». Вот что могут руки человека, если только он захочет. Очень любил он рассказывать и об одном анекдотичном случае, который и лег в основу легенды. Как-то раз на Монетном дворе покупал он материалы, и один из посетителей магазина, пораженный необычным видом Менделеева с повязкой на глазах, спросил у продавца: «Кто это?» «А это, — важно ответил купец, — известный, знаменитый чемоданных дел мастер». И вот эта часть легенды правдива, хотя насколько достоверен этот анекдот, рассказанный Менделеевым, сказать, конечно, сложно. Невольно вспоминается история с Иностранцевым, которому Дмитрий Иванович рассказал, как ему приснилась таблица. Но в воспоминаниях Азаровской, написанных 26 лет спустя, есть и еще один эпизод, в котором Дмитрий Иванович занимался продажей этих самых чемоданов прямо в стенах Палаты мер и весов. И вот это уже, судя по всему, вымысел. Как минимум потому, что, зачем? Менделеев был обеспеченным человеком на почетной должности. Нужды толкать чемоданы у него попросту не было. К тому же он постоянно находился в поле зрения газетчиков, которые регулярно приходили к нему взять очередное гениальное интервью в духе «А как вы пришли к идее периодического закона?». И вот неужели они бы упустили то, что такой видный человек открыто занимается спекуляцией чемоданов? Нет, конечно, это же такой сочный инфоповод в очередной раз перемешать грязное белье. Если бы это было правдой, то об этом трубили бы все газеты. Но нет, мы видим абсолютное молчание прессы. Вот, собственно, и все. Возможно, вы ожидали какой-то потешной байки или громкого опровержения, но, как всегда бывает, реальность оказалась немного проще, а может даже и скучнее расхожей легенды. Чемоданных дел мастер, может, и был, да вот только за рамки хобби это не вышло. И когда повязку с глаз сняли, Дмитрий Иванович вернулся к своим прежним занятиям и к картонажному ремеслу, насколько можно судить, уже не возвращался. Ну и в общем, наступил 1904 год. 27 января Дмитрий Иванович отмечал юбилей – 70 лет. Многочисленные поздравительные делегации от министров, от университетов, даже от Академии наук, с которой, как мы помним, у Менделеева была непростая история общения. И, наконец, когда все эти утомительные церемонии были окончены, все сотрудники Палаты мер и весов собрались в лаборатории и устроили свой скромный праздник с бутербродами и горячим шоколадом, который пили, как вспоминает Азаровская, по-химически, то есть из колбочек и скляночек с фильтровальной бумагой вместо салфеток. Дмитрий Иванович стоял растроганный поздравлениями и удрученный новостями из утренних газет. В этот самый день японский флот атаковал русские корабли, стоявшие на рейде в Порт-Артуре. В этот самый день, 27 января 1904 года, началась русско-японская война. Эту новость он воспринял очень лично и очень глубоко. Он не был сторонником войн и кровопролития, но тут речь шла о нападении на Российскую империю. Так что он даже как-то обмолвился, что если японцы дойдут до Петербурга, то и сам пойдет служить. Свою страну он любил и был готов защищать ее даже в таком возрасте. Конечно, о боях за Санкт-Петербург речи и не шло. К тому же Дмитрий Иванович был абсолютно уверен в скором поражении Японии. Но шло время, а хороших новостей с фронта все не было. Погиб крейсер «Варяг», пал Порт-Артур. Все это говорило, что маленькая победоносная война скоро обернется великим позором. Когда в мае 1905-го была разгромлена русская эскадра при Цусиме, всем стало понятно, что война проиграна. Для Менделеева это стало настоящим ударом. К тому же нашлись и те, кто обвинил его в излишней самоуверенности по поводу скорого краха Японии. На эти упреки он отвечал: «Войны я не одобрял и не одобряю.
захвата Китая не желал и осуждать не переставал. Посылку нашего флота к Цусиме считал и продолжаю считать совершенным неразумием. Но уверенность в силе своей страны питал, питаю и питать буду. И отпор нападающим советовать не перестану. Хотя все время пишу о том, что сперва надо свой домашний быт устроить. Под домашним бытом Дмитрий Иванович, конечно же, говорил о внутренних проблемах империи. И в первую очередь о революции, бушевавшей в стране на фоне не самой популярной в народе войны. Пока империя терпела поражение от Японии на суше и на море, всю страну лихорадило от забастовок и протестов. В воскресенье 9 января священник Георгий Гапон повел многотысячное шествие к Зимнему дворцу, надеясь вручить императору Николаю II петицию о нуждах рабочих. Но царя во дворце не оказалось, и когда протестующие попытались прорваться за оцепление, полиция и войска встретили их оружейными залпами. По разным оценкам погибло от 100 до 1000 человек, хотя в некоторых источниках цифру завышали и до 20 тысяч. В итоге история запомнила этот день как кровавое воскресенье. Пока шла стрельба и лилась кровь, Дмитрий Иванович не находил себе места. Он кругами ходил по кабинету, что-то бормотал себе под нос, и вдруг он спешно оделся, вышел на улицу и, сев в наемную карету, отправился к Витте. Менделеев потребовал остановить кровопролитие, но Сергей Юрьевич лишь развел руками и сказал, что сейчас занимает номинальную должность председателя комитета министров, и реальных рычагов власти, способных остановить эту бойню, у него нет. Дмитрий Иванович вернулся домой, не раздеваясь, снял портрет Витте со стены, повернул его лицом к стене и сказал: «Никогда больше не напоминайте мне об этом человеке». Страна неудержимо неслась к революции, и Дмитрий Иванович ничего не мог сделать. В советской историографии принято говорить о Менделееве как о стороннике революции, который сам этого не осознавал, ну или просто аккуратно обходить эту тему. На самом же деле наш герой был монархистом до мозга костей и совершенно не симпатизировал революционным идеям. Еще с момента убийства Александра II он был противником кровавых решений политических проблем. Конечно, он видел многочисленные дыры во внешней и внутренней политике империи, но был сторонником постепенных преобразований, никак не радикальных насильственных изменений, свержения монархии или кровопролития на улицах. Все эти события легли тяжелым отпечатком на сердце Дмитрия Ивановича. Но он все так же пылал своей работой. Весь 1905 год он провел в командировках. Москва, Варшава, Париж. В день заключения Портсмутского мира с Японией мы обнаруживаем его в Берлине, а уже через 2 месяца он в Лондоне получает медаль Копли. В декабре он снова в России. На руках у своей дочери умерла Фиозва Никитична. В это время он закончил работу над одним из последних своих творений – книги под названием «Заветные мысли». Работа подводила итог всем его многолетним трудам и размышлениям на самые разные темы. Она обобщала его взгляды о промышленности, образовании, торговле, сельском хозяйстве и росте человечества в целом. В 9 главах он рассуждает о том, каким видит будущее страны, к чему необходимо стремиться, чтобы развиваться, а не деградировать. И один из главных пунктов в этом списке – это образование и подготовка новых учителей и профессоров. Какие нужны школы для народа, чему в них учить, как отбирать учеников и, что еще труднее, учителей. Как-никак Дмитрий Иванович огромную часть своей жизни посвятил преподавательству и очень хорошо знал, о чем писал. В 1906 году силы начали оставлять нашего героя. Коллеги по палате мер и весов видели, как начальник нетвердыми слабыми шагами, придерживаясь за стены, брел по утрам в кабинет и редко когда выходил из него в течение дня. Еще реже кого-то принимал или с кем-то разговаривал. Он начал приводить бумаги в порядок, готовясь передать работу следующему управляющему палаты. Смерти он не боялся. Дмитрий Иванович прожил долгую и насыщенную жизнь. Много работал и теперь подводил итоги, надеясь оставить после себя порядок, а не хаос. Как-то раз, перебирая бумаги, ему на глаза попался план семейного захоронения на Волковом кладбище. Мама, сестра Оля и сынок Володя.
Слабой рукой он оставил метку рядышком на схеме и написал: «А вот здесь меня положите». 11 января 1907 года Главную палату мер и весов осматривал новый министр торговли и мануфактур Дмитрий Философов. Менделеев решил сам принять высокопоставленного гостя и лично продемонстрировать свои владения. После утомительной двухчасовой экскурсии наш герой лично проводил министра до кареты, вернулся в кабинет и через час в сопровождении сотрудника, державшего его под руку, направился в свою квартиру. На следующий день Дмитрий Иванович почувствовал сильное недомогание. И что было для него не очень свойственно, попросил вызвать врача, и тот диагностировал воспаление легких. Целая неделя мучительного кашля и явное осознание того, что эта болезнь последняя в его жизни. Но даже в таком состоянии глава палаты мер и весов не оставлял работу. Подписывал бумаги, распоряжался об отправке телеграмм, один раз даже сыграл с лаборантом в шахматы. 18 января самочувствие резко ухудшилось, настолько, что он уже не пошел на работу. Мучительный кашель раздирал горло, и в редкие моменты затишья наступал обрывочный сон. 19 января почти весь день в забытии, и лишь под вечер, немного придя в себя, велел дать ему гребенку, сам расчесался и снова заснул. Утром 20 января 1907 года в 5 часов 20 минут в доме Менделеевых остановили часы. Дмитрий Иванович умер. Одно из ярчайших светил отечественной науки погасло. И не было никаких громких последних слов. Не было в этот день коварства врагов и предательства друзей. Он тихо ушел во сне, окруженный людьми, которые его любят. Через несколько дней он был похоронен на Волковом кладбище, именно там, где и хотел. Когда многотысячная процессия простилась с великим человеком, на могиле остались десятки венков и сорванная студентами в аудитории технического института периодическая таблица химических элементов. Через год родственники и друзья возвели над могилой склеп. Гранитная глыба, увенчанная массивным крестом. До сильных заморозков на памятнике успели высечь лишь имя нашего героя, но потом все решили, что и не нужно больше ничего писать. Ни годов жизни, ни научных званий и титулов, ни каких-то громких цитат. Любое добавление будет лишним, только имя. Дмитрий Иванович Менделеев. Ох, вот такая история у нас получилась на этот раз. Да, сегодня у нас не будет получасовых послесловий и длинных разговоров о наследии нашего героя. Вон это наследие висит на стене в каждом кабинете химии. Но мы увидели, насколько широка личность Менделеева, насколько живой образ отпечатался в мировой истории. Я искренне восхищаюсь этим человеком и горжусь, что среди великих ученых, о которых я вам рассказал, теперь значится и Дмитрий Иванович. Эта история по-настоящему трогает и вдохновляет, и я надеюсь, вы прочувствовали ее так же глубоко, как и я сам. После таких слов немного стыдно говорить о том, что нужно поставить под роликом лайк и вот это вот все, но ютуберские реалии таковы, что я просто должен это проговорить. И я не буду переходить на манипуляции в духе «поставьте лайк во имя науки». Я просто скажу как есть. Если вы поставите палец вверх, напишите комментарий и поделитесь этим видео с друзьями, то эту историю увидит больше людей. Больше людей подпишется на канал и увидит другие такие истории, которые я все так же неизменно делаю для вас с полной своей отдачей. А если вы поддержите меня на Boosty, спонсор или Donation Alerts, то сможете обеспечить бюджет следующего такого видео. Поддерживая проект, вы не делаете меня богатым, вы делаете ролики крутыми. И как вы могли заметить, качество контента я неуклонно тащу вверх. Не раз я читал, мол, жаль, что ролики выходят очень редко. Да, мне тоже. Но вы видите личный труд одного человека. Я сам изучаю тему, сам пишу сценарий, сам делаю реквизиты, режиссирую кадр. Сам потом все это монтирую. Хорошо это или плохо, но быстро такие ролики в одиночку не сделаешь. В общем, на этом будем прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. А на сегодня у меня все. Не перебарщивайте с 40-градусным эталоном. Пока.